Есть инвестор, который готов проинвестировать в стартап. Какая цифра является нормой для основного фонда начинающего стартапера? Его отношение к операционной деятельности стартапа, оно может быть просто безответственным. Вы приходите к стартапу, у вас там сидит ангел. Все фаундеры должны будут передать все свои индустриальные права на компанию. Есть в Штатах, в Сингапуре, в Казахстане. Мы пошли по оценке $1 миллион, по сумме инвестиций $100 000, да? Никто не застрахован. Нужно работать в партнерстве. Стартап нуждается в помощи. Есть венчурные фонды, есть партнеры. Друзья, всем привет. Олежон, спасибо вам большое, что приняли приглашение. Спасибо вам за приглашение. Я давно, на самом деле, ищу возможность пообщаться с юристом и в целом пообщаясь в рамках многих встреч. Все порекомендовали вас, потому что самое большое количество сделок, которые, мне кажется, проводились в Узбекистане, так или иначе, инвестиционных сделок, прошли через вас, потому что у вас самые активные фонды. Вы работаете на двух фондах, получается, если учитывая, что у вас было еще там первый фонд Aloca Ventures, второй сейчас Aloca Ventures, 2 фонда и плюс IT Park Ventures. Все верно. Классно. Как стартаперу, будучи... Идея пришла, прошел акселерационную программу, он узнал, условно таки, что можно идею сделать, нашел какой-то ПМФ и пора... Ну, то есть на какой момент стартаперу надо уже регистрировать компанию? И в каком формате это должно быть? Акционерного общества, как мне кажется, не делают. Делают ООшку. Насколько это правильно? То есть с чего начать стартаперу именно юридическую сторону своего стартапа в самом начале пути? Если ответить на ваш вопрос, в какой момент лучше открывать компанию, учреждать уже юридическое лицо? Определенно должна быть какая-то уже точная стратегия с выходом на рынок, то есть с идеей, с продуктом, с идеей сотрудничества будущего, должны быть определенные партнеры, должно быть понимание по организационной структуре в целом, управление, да, стартапом, продуктом и так далее. Вот. На этапе старта, мне кажется, уже когда стартапер уже, то есть готов уже в целом входить в рынок, готов уже привлекать деньги, масштабироваться, привлекать первых клиентов, на этот момент, мне кажется, это самый лучший момент уже учреждать юридическое лицо, независимо, это может быть определенная ООшка, да, как стандартная организационно-правовая форма то есть более подходящая организационно-правовая форма для стартапов – это общество с ограниченной ответственностью в Республике Узбекистан. Практически, я могу сказать, даже, что 100% наших узбекских проектов, они учреждаются в форме ООО. Вот. Опять-таки для стартапера нужно понимать в целом, да, какой его рынок. Если основная концентрация рынка деятельности продукта это является Узбекистан, нужно начинать непосредственно с самого узбекского рынка. А если у стартапа есть стратегия, скажем, начала его деятельности в MENA, это среднеазиатский рынок и так далее, лучше, то есть нужно находить ту юрисдикцию с определенными там free-tax зоной, поднимать ту структуру, которая более будет подходить под привлечение инвестиций. Ага. Мы сейчас обсудим процесс, вот то, что вы объяснили касательно во-первых, free tax zone и касательно того, что есть еще особые юрисдикции, где зачастую рекомендуют стартапам там открывать компании. Но давайте начнем все же с получается, узбекской юрисдикции и насколько получается, данная юрисдикция может позволить заходить инвесторам не только местным, но и получается международным. Как мне кажется, международным пока не позволяет узбекская юрисдикция, хотя позволяет, но просто они не заходят чисто из-за определенных причин, о которых мы сегодня будем говорить. Вот условно таки, они начали, открыли ООО. Как часто, как вы думаете, какие ошибки они на этом этапе совершают чаще всего или какие ошибки избежать? То есть вот условно таки мы решили там, что мы готовы к открытию ООО, что нам делать, чтобы в процессе DD, в процессе уже каких-либо аудиторских проверок мы прошли эти проверки, все было правильно в начале? Вы знаете, возможно, это будет банально, но это достаточно простые рекомендации по учреждению юридического лица, то есть краткие советы по учреждению компании в Узбекистане, да, для стартапера. Во-первых, нужно понимать, да, где будет юридическое лицо, юридический адрес. В целом, такой проблемы нет для зарубежных стартапов. Да, в разных других юрисдикциях есть такое понятие, как виртуальный офис.
стартапы могут зарегистрировать свою компанию на виртуальном каком-то офисе, где идет почтовая переписка и так далее. В Узбекистане законодательство не позволяет иметь виртуальный юридический адрес, то есть у нас должен быть фактически юридический адрес расположения самого стартапа деятельности. Почему мы это требуем? Во-первых, это репутационная часть. Во-вторых, у нас есть риски с налогового органа, где налоговая инспекция может проверить фактическое присутствие стартапа, деятельности юридического лица в том или ином юридическом адресе. Вот. В-третьих, это репутационная часть, когда идет переписка с клиентской базой, получение претензий, обработка каких-то данных с клиентской базой и так далее. Вот. Первое – это правильная организация юридического адреса. Это юридический адрес, как правило, в Узбекистане сейчас достаточно очень много коворкинг-центров, где по низкой стоимости можно привлечь юридический адрес. Второе, ошибка стартаперов, многие они учреждают юридические адреса в своем доме, то есть в жилом помещении. Во-первых, законодательство запрещает нам учреждать юридические лица в жилом помещении, но бывают случаи, то есть на практике, когда Центр госуслуг регистрирует юридические адреса в жилом помещении. Вот. Для нас это не совсем окей, мы просим перерегистрировать юридический адрес на нежилое помещение. Вот в будущем, то есть чтобы команда располагалась там, мы просим это сделать достаточно в коворкинг-центре. Либо мы просим пройти резидентство у IT-парка. IT-парк достаточно, то есть масштабно предоставляет многим стартапам юридические адреса. Вот. А второй совет – это правильная организация уставного капитала, уставного фонда юридического лица. Зачастую многие фаундеры указывают самый минимальный размер уставного фонда. Да, но мы понимаем то, что у нас по законодательству нет, то есть нет порога, лимита уставного фонда, но опять-таки, если сам стартап в будущем будет поднимать инвестиционные средства, он должен, то есть, максимально из его финансовых, экономических возможностей делать повышенный уставной капитал стартапа. Почему, я это объясню уже позже. Третье – это, то есть уже есть понимание продукта, уже есть понимание рынка. Мы переходим уже в корпоративную часть самого юридического лица, где нужно правильно понимать структуризацию договорной базы, корпоративной базы с клиентами, насколько нужно правильно, то есть выстраивать договорные отношения с клиентской базой. Возможно, есть упрощенные методы выстраивания этих договорных отношений, скажем, не тет-а-тет заключение публичная оферта договора, а через публичную оферту, либо через другие разные интеграционные механизмы с разными платежными системами и так далее. Да? Вот. В-четвертых, это в целом самое главное понимание – это распределение долей, то есть между фаундерами. То есть это, для нас это очень важно, вовлеченность фаундеров. Да? То есть мы понимаем, кто сколько владеет. В стартапе мы в первую очередь смотрим на распределение долей в юридическом лице в ООО, вот, 70/30, 80/20 и так далее. Нам интересно, да, почему, какая причина распределения таких долей. Мы начинаем интересоваться. Большая ошибка у стартапов привлекать в состав учредителей, родственников, братьев, сестер, друзей, я не знаю, и так далее. Это большая ошибка на самом деле, это red flag. В переговорах мы спрашиваем, кто это люди, кто эти люди. Обычно стартап, основные фаундеры, то есть нет точного ответа. В этом мы понимаем, зачем ты брал, да, этих людей в состав учредителей. Не знаю, возможно, есть какой-то страх при управлении юридического лица, им, возможно, то есть психологически важно, чтобы кто-то был в составе участников, чтобы кто-то помогал управлять целым юридическим лицом. Но опять-таки, совет – это должен быть партнер, доверенный либо партнер. тот, кто задействован в этом проекте. Так есть, полноценно. Вот вы сказали, что, получается, уставной капитал не должен быть минимальным. Так есть. Какой стандарт является приемлемым? Я понимаю, что как можно больше, так и лучше, но, например, стартапам, соответственно, у них нет бюджета для того, чтобы уставной капитал сделать, грубо говоря, большим, слишком большим. Какой стандарт является для Узбекистана, узбекских стартапов, которые к вам приходят, является нормой, чтобы это было такой, пойдет? Вы знаете, чтобы было понятнее, да, в целом структуризация венчурных сделок в Узбекистане, я бы немножко перешел бы в зарубежную практику, чтобы объяснить, да, причинно-следственную связь. Да. Какие бывают формы сделок венчурных во всем мире? То есть стандартная практика – это через конвертируемые инструменты, первое направление.
Второе – это прямое долевое участие в стартап. Конвертируемый инструмент – это всем понятно, это сейф, KISS, конвертируемый займ и так далее. Это момент, когда инвестор предоставляет какой-то инвестиционный капитал стартапу на определенных условиях конвертации в будущем. Второе – это долевое участие, когда инвестиционные средства напрямую поступают в уставной капитал. Даже когда инвестор предоставляет инвестиционный капитал стартапу через конвертируемый инструмент, этот капитал в будущем, он в любом случае попадает в уставной капитал. То есть есть valuation компании, оценка компании, есть сумма инвестиций. В зависимости от этих метрик инвестор получает какой-то процент долей акций в будущем у стартапа. Вот. В зависимости, это стандартная практика, когда весь инвестиционный капитал поступает на основную часть. В Узбекистане, к сожалению, нет возможности перечислять весь инвестиционные средства на уставной капитал. По какой причине? Потому что, я объясню, на начальных этапах, когда фаундеры учреждают юридическое лицо, они указывают номинальный размер уставного фонда. К примеру, он будет 10 миллионов сумм. Да? Есть инвестор, который готов проинвестировать в стартап. Есть определенная оценка, есть сумма инвестиций, есть размер владения доли инвестора. Во-первых, в Узбекистане очень сложно структурировать сделки через конвертируемые инструменты. По этой причине все венчурные игроки Узбекистана, они входят напрямую в долевое участие. Вот. Если рассмотреть размер уставного фонда, он в размере 10 миллионов сумм. Да? По законодательству Узбекистана размер уставного фонда он должен быть сформирован в течение 1 года. Если в случае, скажем, стартап привлекает деньги у инвестора, после этого инвестор готов проинвестировать в стартап, инвестор входит в стартап путем увеличения уставного фонда. Одно из требований нашего законодательства на момент вхождения третьего лица в ООшку через увеличение уставного фонда, текущий уставной фонд, он уже должен быть сформированным. Да, то есть перед вхождением инвестора в стартап, в ООшку, фаундеры, они должны полностью сформировать уставной фонд. А что значит сформировать? Что значит сформировать? Это означает пополнить уставной фонд до указанного размера. Он может быть в размере 10 миллионов, 100 миллионов, 1 миллиарда сумм. Учредители, они могут пополнить уставной фонд как и в денежной форме, как и нематериальными активами и материальными активами. Опять-таки, нематериальные активы, они должны иметь свою денежную оценку. Как правило, стартап, он нуждается в финансировании, он нуждается в партнерах, да, в венчурных игроках. Мы понимаем то, что по логике это понятно, что у учредителей стартапа нет возможности сделать уставной фонд в размере, я не знаю, $1 миллион, $2 миллионов, да, чтобы инвестор мог всю инвестиционную часть перекинуть на инвестиционный капитал. Вот. По этой причине мы разделяем нашу инвестиционную часть на 2 части. Первая часть – это мы перекидываем в счет, то есть инвестиционную часть мы перекидываем в счет сформирования уставного фонда, а вторая часть мы уже перечисляем как в качестве инвестиционного капитала. Окей. Вот. А насколько это законно? Это легально. Это легально. У нас есть уже определенная практика в Республике Узбекистан. А какой процент, о каком проценте идет речь? Условно таки, есть стартап, который привлекает $100 тысяч. Стоит он $1 миллион. Порядка за 100 тысяч вы там забираете 10%. Но понятное дело, что 100 тысяч вы сразу как инвестиционный в капитал, уставной капитал вы вкладывать не можете. Все и верно. это делится на части. Все Соответственно, это вряд ли 50 на 50. Это, скорее всего, малая часть идет на уставной фонд, большая часть идет уже на капитал. Все верно. Какой процент у вас будет? Ну, то есть, условно таки, уходит в уставной фонд, и какой процент уходит на расчетный счет? Это зависит от размера, то есть от размера самого уставного фонда, от номинала уставного фонда юридического лица. Если, скажем, уставной фонд будет в размере 10 миллионов сумм, мы берем 10%, мы увеличиваем уставной фонд на 10%, исходя на миллион сумм. Да. Вот. Если размер уставного фонда он 100 миллионов и больше, соответственно, значимая инвестиционная часть идет уже на сформирование уставного фонда, оставшийся на капитал. То есть нет точного процента. Да. То есть процент зависит от уставного фонда. Все верно. А вот все же вопрос повторю. Какой стандарт, что там, условно таким является нормой для уставного фонда? Какая цифра является нормой для уставного фонда начинающего стартапера, который только что зарегистрировал ООО, и когда он к вам приходит, вы такие, ну нормально, подойдет?
На этот вопрос сложно ответить. Знаете, есть стартапы, у которых в целом есть определенный бюджет на запуск компании, на запуск стартапа. А есть проекты, у которых нет никакого бюджета, да, то есть они начинают полностью с нуля. Вот. Есть стартапы, которые указывают свой уставной фонд в размере 1 миллиона сумм, но при этом MVP хороший, есть продукт, есть рынок, есть потенциал, есть потребность в этом продукте. Венчурный фонд действительно видит потенциал в этом продукте и будущее, там, скажем, свою добавленную стоимость от этого проекта. Да? Мы можем даже проинвестировать проекты с уставным капиталом там, с начала с 1 миллиона сумм. Но, конечно, мы понимаем, что 1 миллион сумм, ну, что это может быть, да, для фаундера? Это может быть спокойно, можно увеличить уставной фонд там, до 10 миллионов, я не знаю. То есть это зависит от бюджета самого стартапа, от бюджета, от личного бюджета кармана самих учредителей. Вот. Но все же, я почему это спрашиваю, условно таки, это же все же влияет на процессы DD, потому что как фонд вы, скорее всего, тоже рекомендуете это увеличить в процессе переговоров. И какая цифра может быть нормой? На примере мы делаем стартап сейчас, и мы недавно зарегистрировали ООО. Мы понимаем, что мы не юристы, и вряд ли юридическую часть мы сможем сами вести. Мы наняли компанию, которая будет полностью вести юридическую там, документацию, отчетность, IT-парку, не IT-парку, всем. И у нас основной фонд, например, 10 миллионов. В целом эта цифра, понятное дело, что мы туда вложили для того, чтобы там в какое-то время эта цифра уходила на расходы там тех же самых организаций и так далее. Насколько это нормально? Вы знаете, вообще для чего нужен уставной фонд, да, у нас в Узбекистане? То есть, как вы сказали, уставной фонд, он предназначен для запуска, для выстраивания в целом операционной деятельности, это аренда, заработная плата и так далее, да. Тут нужно понимать, на каком этапе стартап начинает свои продажи. Возможно, этих 10 миллионов сумм там, ему на первый месяц, на первые 2 месяца достаточно там, нанять. Возможно, у него там есть сотрудник, который его партнер, они не сидят на зарплате, да. Он месяц по $200 оплачивает за аренду, но по истечении 2 месяцев у него уже идут первые продажи, и уже начинает поток капитала, то есть активов в ООшку. Да? А возможно, что первые продажи у стартапа начинаются через 6 месяцев, через год, да. В зависимости от этих обстоятельств, то есть учредители должны понимать, насколько им нужны деньги на расчетном счету компании. Вот. Должен быть определенный, то есть фин-модель расходов на ближайший год, исходя из этих фин-моделей, финансовой модели, то есть должно быть понимание в размере уставного фонда. То есть, надеюсь, я смог объяснить. То есть здесь нет точного стандарта, это зависит от разных обстоятельств, от разных показателей самого деятельности стартап-проекта. Вы насчет юридического адреса затронули. Вы сказали, что, условно таки, как называется, законодательство Узбекистана не позволяет иметь виртуальный адрес. И есть возможность того, что налоговая может проверить адрес фактическим нахождением, получается, стартапа в этом адресе. И касательно IT-парка. Зачастую практически все стартапы, которые здесь регистрируются, может быть, не 100%, но большая часть, они так или иначе являются резидентами IT-парка. И IT-парк предоставляет номинальные адреса для того, чтобы компании регистрировали в течение года, там, условно таки, в какого-то определенного времени. Не будет ли такого, что тем, кому IT-парк дал эти адреса, завтра к ним налоговая придет, скажет, а что вы не здесь работаете, потому что эти адреса зачастую даются в областях, не в Ташкенте. Мы понимаем, что у IT-парка есть, то есть это определенная, так сказать, фри-зона. У IT-парка есть право предоставления этих номинальных адресов. Это закреплено постановлением президента Узбекистана. То есть IT-парк имеет право из своей недвижимости предоставлять часть недвижимости в аренду стартап-проектам. То есть IT-парк полностью легально они предоставляют. Это не то, что номинальный юридический адрес, это полноценный договор аренды, который заключается со стартап-проектом. Возможно, у стартап-проекта есть определенный участок, определенная квадратная площадь, где стартап может пользоваться этим преимуществом. Да. Что касается номинального адреса, у IT-парка есть право предоставления номинального адреса, то есть без права расположения стартапа в той или иной там, в помещении. Вот. Но опять-таки, бывает, вот, скажем, стартап зарегистрировал свой юридический адрес у себя дома, но при этом он не ведет деятельность у себя дома.
Налоговая может прийти, проверить, если тем более стартап является НДСником, налоговая может прийти, проверить у налоговой, то есть в соответствии с налоговым кодексом есть право замораживания, то есть расчетного счета, первое. Второе – это то есть наложение административного штрафа на руководителя юридического лица. Окей, то есть, получается, в любом случае есть риск того, что если ты не находишься по своему юридическому адресу, то есть определенные там какие-то санкции со стороны налоговой могут быть. Безусловно. Но в зависимости от обстоятельств. Например, если Безусловно. ты являешься резидентом IT-парка, и у тебя номинальный, грубо говоря, адрес, например, он находится там где-то в Бухаре, но ты находишься в Ташкенте, но Безусловно. тебе это дал IT-парк. Есть ли какие-то постановления, которые говорят, что да, так может быть, налоговая, этот риск минимальный? То есть, Определенно, определенно. Это есть, нормативные правовые документы существуют, они показывают это право. В том числе, я скажу, что этот риск больше для нерезидентов IT-парка. Вот. В целом, во-первых, не все виды деятельности, они подходят под резидентство IT-парка, мы это должны понимать тоже. У IT-парка есть утвержденный перечень, где стартапы, если подходят под этот перечень, они могут стать резидентом парка. Вот. Они, если становятся резидентом парка, опять-таки у стартапов есть право получить номинальный юридический адрес в резиденции IT-парка. Вот. окей. Если этого нет, соответственно, им приходится искать где-то на улице, коворкинге и так далее. То есть альтернативы подешевле, что соответствует их возможностям. И важно, чтобы они там находились. Так То есть. есть такого иммунитета от налоговой у них не будет. Так есть. Смотрите, получается, сейчас, так как мы разбираем взаимоотношения стартапа с инвестором по юридической части, в целом, как это все происходит в рамках Узбекистана, есть такой процесс. Стартап, когда начинает работу, в целом приходит к процессу, когда, ну, то есть к моменту, когда там говорят, тебе надо пройти DD, due diligence процесс. Что это такое понятным языком для стартапа? Потому что инвесторы такой, due diligence надо пройти, а потом стартаперу приходится идти там гуглить, а что это такое? Что такое due diligence? Да? Это комплексная проверка стартапа, его финансовых, юридических, технических показателей. Кто проводит эту проверку? Эксперты, специалисты в области юриспруденции, финансовой аналитики и технической. Вот. Давайте я расскажу в целом, как у нас происходит процедура due diligence. Да? Пришел стартап, инвестиционные менеджеры делают KYC проекта, изучают какие-то первичные данные. Вот. Стартап заключает NDA с венчурным фондом. В этот момент, после заключения NDA, стартап готов уже полностью быть прозрачным уже перед венчурным фондом, и тут начинается due diligence. Да? В целом для инвестора, для любого инвестора, это стандартная международная практика, когда инвестору важно в целом понимать, куда он инвестирует, понимать в целом его корпоративную структуру, видеть финансовые показатели, вывести какую-то статистику прироста, выручки, убытков, вывести какие-то правовые риски и так далее. Да? По технической части, насколько, скажем, код продукта, он то есть выстроен, насколько в целом техническая команда правильно выстроила продукт в целях, там, скажем, отсутствия будущих последствий в целом в будущем. Да? Мы начинаем, когда фонд начинает процедуру due diligence, после подписания NDA, мы предоставляем список, это due diligence require list, обычный стандартный перечень необходимых документов для начиная DD. Начинается этап, когда стартап собирает дата-рум, это стандартный VDR, мы называем это VDR, виртуальный дата-рум, Google диски, я не знаю, Notion и так далее, другие платформы, где им удобно собрать этот дата-рум. Вот, в соответствии с нашим перечнем стартап собирает все необходимые документы, это юридические, финансовые, все, что связано там, с технической частью продукта. Вот. После предоставления этих данных мы уже, эксперты, уже начинаем процедуру проверки. Что касается юридической проверки, да, юридическая проверка в целом она длится от недели до 2 недель, в целом это 10-14 дней, это стандартная практика. Мы полностью запрашиваем, то есть мы запрашиваем документы по блокам. Есть корпоративная часть, блок, есть инвестиционная часть, есть финансовая часть, есть интеллектуальная часть и так далее. Мы смотрим по блокам. Давайте рассмотрим корпоративную часть. Да? Для нас важно понимать, вообще существует ли юридическое лицо или нет. Мы смотрим учредительные документы, устав, учредительный договор,
смотрим, проверяем в целом учредителей, кто эти лица, насколько идет правильное распределение долей. Вот, смотрим устав, какой порядок вхождения третьих лиц, инвесторов и так далее. Мы понимаем, что у нас есть закон об обществе с ограниченной ответственности, есть стандартные условия, которые позволяют, там, скажем, войти третьему лицу в состав учредителей, там, скажем, обычной ООшки. Может быть такое, что уставом эта деятельность, возможно, будет ограничена каким-то образом, либо он предусмотрит иной порядок, который согласовали сами учредители. Вот. По корпоративной части мы также проверяем решения учредителей. Это возможно быть решение, это может быть протокол общего собрания участников. Вот. Возможно, утверждались какие-то крупные сделки. У нас по законодательству, если сделка превышает 25% активов общества, эта сделка считается крупной сделкой. Вот. То есть исполнительный орган не имеет права осуществить крупную сделку без согласования со всеми учредителями. Вот. Бывают разные случаи, бывает, возможно, у стартапа имеются какие-то долги, кредиты, имущество может быть по залогам и так далее. А как вы это проверяете? Вот вы сказали, что, получается, вы проверяете сперва, компания существует или нет. Так есть. Во-вторых, кто эти люди, ну, условно, кто эти фаундеры? Что это значит? То есть у вас, грубо говоря, есть, например, платформы, такие как iHamCore, Uzinfo.com, Так есть. News.info.com. Статус, iHamCore. На статус iHamCore мы смотрим налоговую базу, мы смотрим МИП, мы проверяем налоговую задолженность, мы проверяем исполнительные дела, мы проверяем базу суда. То есть мы делаем полностью комплексную проверку на выявление всех рисков для венчурного фонда. Вот. Давайте начнем-то сначала. Да? Вот мы должны понимать, кто наши фаундеры, да? Кто наши учредители. Мы запрашиваем паспортные данные, мы смотрим, где этот фаундер проживает, мы смотрим на образование. В целом, стандартная практика, когда фаундер представляет о себе CV, о себе, о их достижениях, о их показателях, о их образовании и так далее. Инвестиционные менеджеры, конечно, определенно оценивают их навыки, истоки, да, их образования, в целом, откуда они, где они учились и так далее. Вот. Мы, юристы, мы уже фиксируем, то есть данные, мы проверяем паспортные данные, то есть соответствие паспортных данных с учредительными документами, с уставом и так далее. Мы проверяем, насколько правомерно была осуществлена регистрация юридического лица. Возможно, в период деятельности юридического лица были какие-то изменения в составе учредителей, доля одного фаундера была отчуждена третьему лицу, либо был какой-то процесс дарения и так далее. Для нас важно понимать каждый процесс, насколько эти процедуры в стартапе, в деятельности юридического лица, они были легально проведены. То есть нет ли рисков признания таких сделок, там, передачи, отчуждения долей недействительным в будущем. То есть мы должны максимально это все проверить. Мы запрашиваем все договора отчуждения, мы запрашиваем протокол общего собрания участников, мы запрашиваем процедуру, то есть регистрации Центра госуслуг и так далее. Вот. Дальше мы смотрим договорную часть. Да? Договорную часть, насколько фаундеры правильно и по правильной методике заключают то есть договорные отношения со стартап-проектом. Мы понимаем то, что стартап, то есть деятельность стартапа основывается на продукте. Продукт – это результат институциональной деятельности. Во-первых, наши требования у венчурного фонда, чтобы результат институциональной деятельности он был зарегистрирован, то есть защищен. Какие могут быть результаты институциональной деятельности? Это может быть товарный знак, это может быть права на ЭВМ, да, то есть институциональные права на программное обеспечение. Это может быть какой-то патент, это может быть домен и так далее. Для нас важно, чтобы эти интеллектуальные права принадлежали именно юридическому лицу, и они были защищены. Если результат интеллектуальной деятельности защищен, и продукт идет, то есть реализация продукта идет через лицензионное соглашение, то есть через предоставление прав пользования, там, скажем, какой-то платформы, каким-то продуктом и так далее. Мы проверяем, то есть соответствие, то есть заключение этих договоров, то есть норм нашего гражданского законодательства. Возможно, в целом деятельность стартапа, она лицензирована, то есть мы проверяем, насколько вообще, есть ли лицензия у стартапа, насколько легально была эта лицензия получена и так далее. Вот. Бывают такие случаи, когда учредители регистрируют результаты институциональной деятельности на себя. То есть для венчурных игроков это red flag. То есть, типа, если домен, он на фаундера, это уже проблема. Так есть.
любой результат индустриальной деятельности, если это на фаундере, есть риск потери всего продукта. То есть фаундер может выйти спокойно из состава участников общества с этим результатом индустриальной деятельности и уйти с этими патентами в другое юридическое лицо и заниматься деятельностью там, а инвесторы останутся без ничего. То есть это достаточно большие последствия, большие риски для инвесторов. В процедуре due diligence, то есть мы выявляем такие риски. Зачастую, знаете, финансовые DD и технический DD, он проходит достаточно быстро, потому что все прозрачно, а именно юридический DD и устранение всех вот этих ошибок, red флагов занимает большое время. Бывает то, что стартап прошел финансовую и техническую проверку, но на этапе юридической проверки он приостановился, мы, юристы, выявили какие-то определенные проблемы по договорной части, по блоку индивидуальной собственности, по корпоративной части, возможно, какие-то долги, кредиты есть, возможно, какие-то судебные споры есть, налоговые, я не знаю, между участниками и учредителями есть какие-то корпоративные споры и так далее. Это занимает время, пока мы это все проверим, мы даем консультации свои, выставляем требования для фаундеров, чтобы они устранили. После устранения этих всех для наших рисков мы перепроверяем и даем уже зеленый свет на заключение сделки. Какие, я не скажу топ-10, потому что, возможно, будет больше, возможно, будет меньше, во время DD, потому что, я так понимаю, юридическая часть – это практически самая основная часть всего этого DD, да, и какие там чаще всего red-флаги, ну, то есть, условно, такие есть в данном процессе? Незарегистрированные товарные знаки, патенты, домена на юридическое лицо, еще что? Был стартап, к примеру, пришел к нам, не подходит его организационно-правовая форма. То есть у нас стандартная организационно-правовая форма для стартапа – это ООшка, возможно, и акционерное общество. Okay. Но если поднимать стартап на организационно-правовой форме как АО, как акционерное общество, это достаточно сложно, сложная регуляторика, сложные, то есть процедуры, регистрации и так далее. Делать в форме ООО – это достаточно просто. Стартап приходит, он является индивидуальным предпринимателем. Индивидуальный предприниматель – это понятно, что управление и исполнение идет одним лицом, то есть физическим лицом. То есть это предпринимательская деятельность физического лица, у которого есть доступ к расчетному счету, банку и так далее. Инвестор, фонд не может быть в составе долевого участия индивидуального предпринимателя. Вот. В таком случае мы просим учредить юридическое лицо, ООшку, перекинуть всю базу, клиентскую базу стартапа юридическому лицу, передать все права юридическому лицу, передать все активы юридическому лицу. То есть если делать это поэтапно, составлять какой-то определенный roadmap, это может занять там, от 1 до 2 месяцев. Это достаточно сложно. Был момент, когда просто стартап отказался получать от нас инвестиции по той причине, что это было делать очень сложно для них. Вот. То есть... А потом ушли, рассказали во всех каналах, в моих комментариях, что они по знакомству дают. Ну, возможно, так тоже бывает. Не, на самом деле бывают кейсы, когда вы там отказываете кому-то, они потом приходят ко мне, плачут, говорят, не, они только по знакомству дают, короче, ничего не получится. Это не, я понимаю чушь, процесс, но в целом, да, да. из-за этих сложностей могут быть. Хорошо, еще? Следующий red flag, опять-таки, это вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью, когда фаундеры регистрируют на себя. То есть мы не проходим на следующий этап оформления сделки, пока фаундеры не перекинут все интеллектуальные права владения от физлица юридическому лицу. То есть нет смысла входить инвестору в стартап без защиты основного деятельности продукта. Вот. Следующий red flag – это когда у стартапа есть вот договорная часть, и из договорной части исходит финансовая часть, да, откуда поступают финансовые потоки, да, через эти контракты и так далее. В целом методология выстраивания этих договорных отношений с клиентом, она неправильная. Она, возможно, быть очень сложной, она, возможно, идет через платежки, через интеграцию с платежными организациями, она, возможно, идет напрямую и так далее. Возможно, в целом, у меня был случай, когда стартап предоставлял в аренду результаты интеллектуальной собственности. То есть нет такого понятия в гражданском законодательстве, чтобы продукт, то есть сам программное обеспечение передать в аренду, то есть на временное пользование. То есть нет такого понятия. У нас есть понятие как лицензионное соглашение. Подписка. Подписка, то есть это subscription, когда клиент через эту лицензионку получает право пользования на определенное время, на определенных условиях продукт. Вот.
Тут контракт через аренду. Вот. Мы достаточно много спорили, что здесь неправильно идет оформление договора. Для нас это важно, больше репутационная часть, как для венчурного фонда. Да? И сам стартап, сами фаундеры должны понимать, что правильное юридическое оформление всей документальной базы это их лицо, это их репутация. Это показатель уровня, как их будут оценивать инвесторы в венчурные фонды. Возможно, продукт отличный, возможно, фаундер продает, но его отношение к операционной деятельности стартапа, оно может быть просто безответственным, договора составлены неправильно. В целом тут есть риски признания этих договоров недействительным в будущем. Есть такие риски. Вот. Следующий блок – это трудовые договора. Для нас очень важно, чтобы все трудовые отношения с сотрудниками, они соответствовали нормам трудового законодательства. Зачастую бывает, что фаундеры не оформляют легально своих сотрудников, ключевых сотрудников, так сказать, да. Эти ключевые сотрудники кто могут быть, да? Это финансовый директор, технический директор и так далее. Основную работу, там, скажем, по технической части там делают технические специалисты, да. Мы знаем по нашему законодательству, то есть автор произведения, автор программного обеспечения. Да. Все первоначальные права, интеллектуальные права, они принадлежат автору. Вот. Если нет трудового договора с сотрудником, если нет, пусть даже это будет не сотрудник, пусть даже будет какая-то консалтинговая фирма, которая обеспечивает техническую часть, но при этом в трудовом договоре и в договоре оказания услуг не будет предусмотрено, что результаты интеллектуальной деятельности передаются от исполнителя к заказчику или от сотрудника к работодателю, то есть риск потери таких данных в будущем. То есть, например, условно такие SEO может прийти и сказать, что у меня не было договора, но я это сам создал, поэтому все это возвращайте мне. Полноценно. То есть из этого может возникнуть большой трудовой спор между фаундером и его, то есть техническим директором, либо техническим сотрудником. Смотрите, вы сказали касательно этого интеллектуальной собственности, о которой вы говорили. Вот, например, условно такие, зачастую мы видим, что у вас, например, в портфеле большинство это SaaS, CRM-ки, SaaS, которые работают по сабскрипшену. Их нужно зарегистрировать или же там хватит, чтобы домен был на имя компании? Или их надо будет вот этот код как-то там, я не знаю, идти в патентное бюро, или как оно называется, и запатентовать это все? У нас есть агентство интеллектуальной собственности, которые регистрируют результаты интеллектуальной деятельности. Интеллектуальные права на программное обеспечение, это называется как ЭВМ, электронно-вычислительные машины, права на ЭВМ. Вот. Процедура регистрации, она достаточно проста, но вы, то есть, как и фаундер, как и его инвесторы, они будут защищены от потери этих интеллектуальных прав в самом стартап-проекте. Есть такая возможность, если, скажем, стартап имеет холдинговую структуру, и он ведет свою деятельность, скажем, в разных юрисдикциях, в 5-6 юрисдикциях. Есть такие площадки, где вы через одну площадку имеете право защитить свои интеллектуальные права в нескольких юрисдикциях. Ну, к примеру, скажем, это ЕС, да, страны Европейского Союза. У них есть свой депозитарий, который вы можете сделать единую регистрацию, и эта защита интеллектуальных прав, она будет идти на все страны ЕС, к примеру. Есть разные конвенции, которые Узбекистан подписал по вопросам защиты интеллектуальной собственности. Скажем, через регистрацию в определенном депозитарии этих интеллектуальных прав у вас может быть доступ к защите, там, не знаю, к определенному перечню стран. То есть есть такие тоже площадки. У нас даже есть стартапы, которые без нашей рекомендации уже в плане DD мы выявили, что у них есть такие защищающие механизмы их интеллектуальных прав в разных странах, даже если этого продукта нет в той или иной стране. Интересно. То есть, исходя из того, что они там где-то зарегистрировались, эта зона, этот инструмент, институт предоставляет им дополнительную защиту в разных зонах. Определенно. К примеру, если вы регистрируете интеллектуальную собственность в Узбекистане, нет гарантии, что вы сможете защитить свои интеллектуальные права, скажем, в Казахстане, Туркменистане, Таджикистане и так далее. Вот. Регистрация интеллектуальной собственности в Узбекистане – это не означает, что вы защитили свои права, там, скажем, в Казахстане. Вот. Если вы являетесь лицензионщиком этих прав в Узбекистане и передаете, скажем, управление либо право пользования, скажем, клиенту, который расположен в Казахстане, то есть есть возможность заключения контракта и правильного взаиморасчета с ним. Но
есть возможность, есть риск, что появится конкурент с таким же продуктом в Казахстане, и он просто потеряет своего клиента, то есть экспортного клиента в той или иной стране. То есть при экспансии вы требуете, чтобы он там тоже зарегистрировал патент? Желательно, да. Но это не обязательно факт. Это не обязательно. Насколько она весома? Это весомо, потому что если у стартапа есть определенная стратегия на выходы на тот или иной рынок в целом, да, у него есть план масштабирования. То есть это план масштабирования же это не на год, это не на два, это не на три, это целая стратегия в целом охвата всего рынка. Соответственно, на вопросы интеллектуальной собственности тоже нужно обращать внимание, защищать себя в целом, по интеллектуальной части тоже. Есть риски, что на рынке появится конкурент с таким же продуктом, который раньше зарегистрировал права на интеллектуальную собственность в том рынке. Конкурент выходит с требованием о прекращении деятельности, скажем, компании А на том рынке, потому что то есть, нет права не защищены, они нелегальны. А смысл подписывать разные конвенции, если эти конвенции не помогают, не гарантируют вот эту защиту прав? Это зависит от депозитария, от того депозитария, где вы регистрируете свою интеллектуальную собственность. Обычно у вас где регистрируется? К примеру, вот как я объяснил, если в ЕС, да, если вы регистрируете в ЕС интеллектуальную собственность, у вас интеллектуальная защита идет на все страны ЕС. Да. В Штатах тоже есть такая система, скажем, вы регистрируете в центральном депозитарии Штатов по защите интеллектуальной собственности, у вас есть доступ к защите, там, скажем, ко всем штатам Америки. Есть международные конвенции, там, скажем, которые позволяют, если вы проходите регистрацию на этой площадке, у вас есть доступ к защите, скажем, в нескольких странах. Но опять-таки это дороже, это по времени занимает больше времени регистрации и так далее. Ну, хотя бы нужно начинать с регистрации интеллектуальной собственности на узбекском регионе. Обычно вы требуете это? Мы требуем. Это опять-таки зависит от этапа развития продукта. Если продукт на стадии MVP, и он только разрабатывается, мы обязательно в нашем инвестиционном договоре прописываем обязательство, что все фаундеры должны будут передать все свои интеллектуальные права на компанию в будущем. Так, насколько вот сейчас на практике, вот вы сказали, что вы учитываете, что он в будущем все это перекинет на юридическое лицо. Как она прописывается? Будущее, грубо говоря, потом это все перекинет. Это как? Как она фиксируется? Есть разные методики. Первая методика – это, скажем, поставить KPI. К примеру, мы понимаем, когда будет готов MVP. По временной шкале. По временной шкале. И в этот период мы можем поставить KPI по регистрации интеллектуальной собственности в том или ином периоде. Вот. У нас есть также методика, когда мы разделяем, да, нашу инвестиционную часть, делим это, привязываем наши транши, скажем, к KPI. Скажем, сумма инвестиций $100 тысяч. Первый транш мы даем $50 тысяч, берем определенный процент по определенной оценке. Проходит время, мы ставим KPI для получения второго транша. Да? То есть мы можем привязать защиту интеллектуальной собственности в будущем вот к этому KPI. Вот. Либо дело в доверии. Бывает тоже человеческий фактор, да. Мы разговариваем, мы, то есть, консультируем. То есть это должно быть, это must-have. То есть мы всем стартапам и в части консультирования, и в части требований ставим, чтобы защита интеллектуальной деятельности она была обеспечена в будущем в любом случае. То есть это может быть и товарный знак, это может быть и права на программное обеспечение. В целом стартапы, они понимают, что венчурные фонды – это их стратегические партнеры, они не идут наперекор требованиям их партнеров, то есть они всегда выполняют свои обязательства, свои договоренности, то есть у нас пока с этим проблем не было. То есть сейчас, когда вот будущие стартапам, которые сейчас смотрят и задаются вопросом, а где регистрировать там свое программное обеспечение, в каком органе, чтобы вы сказали, что в каком-то депозитарии нужно будет его регистрировать, где она находится, как к нему, условно таки, обратиться, чтобы, будучи зарегистрированным в этом депозитарии, мои права были защищены хотя бы в СНГ. Я сейчас не смогу вам сказать точное наименование этого депозитария, но в целом в интернете они в открытом доступе, нужно смотреть, искать. Таких депозитариев очень много по всему миру. Опять-таки это зависит от стратегии масштабирования на... А есть государственные, которые? Есть. Вот я знаю то, что есть мадридская система, мадридский депозитарий, в том числе, где и Узбекистан тоже состоит в числе этого депозитария. Если зарегистрировать
если не ошибаюсь, это называлось VPO. Вот, VPO. Вот, если вы регистрируете свое интеллектуальное право VPO, вы получаете защиту на все страны-участницы этого. этой конвенции. Кто подписали эту конвенцию? Там, если не ошибаюсь, там около 80 стран. То есть в 80 странах у вас есть уже автоматическая защита вашей интеллектуальной деятельности в тех или иных странах. Довольно-таки интересно. Да. Вот разобрались, понятное дело, начали, там, привлекли инвестиции, стартап вырос, потом заходят другие инвесторы. То есть, условно-таки, вы там первый раунд сделали, или там, давайте там с самого начала, да, вы приходите к стартапу, у вас там сидит ангел. То есть, какая процентная доля должна быть, как вот это разделение процентов должны выглядеть, чтобы вы сказали, это норма. И потому что зачастую вы сказали, что там непонятные люди сидят, и непонятно за что. Хорошо, допустим, какая должна быть идеальная, ну, допустим, ближе к стандартному распределению, какая она должна быть? Вы знаете, практика показывает, что венчурные фонды, в целом венчурными игроками это могут быть фонды, это могут быть и ангельские инвесторы. Да? Практика показывает то, что все эти венчурные игроки, они являются миноритарными участниками в деятельности, то есть в этих юридических лицах. Опять-таки, бывает такое, то, что ангел может предоставлять инвестиционную часть не деньгами, а адвайзингом, ресурсами. И так далее, да. Тут поднимается вопрос, насколько правильно оценивается его долевое участие, к примеру, да. Опять-таки, какую добавленную стоимость его услуги могут принести стартапу в целом. Если это возможно оценить, и это как-то возможно привязать к оценке, к valuation, и оценить в целом его инвестиционную часть. То есть логически, если посмотреть, продумать аналитику, да, высчитывание доли ангельского инвестора, когда он не инвестиционными деньгами входит в стартап, а именно ресурсами. Да? Если это возможно оценить сейчас либо в будущем, то это для нас нормально. А если мы не можем это оценить, то есть мы начинаем, то есть, уже вести переговоры с этим ангельским инвестором, с самим стартапом. То есть, ну, опять-таки, это миноритарная часть, это 1%, 2%, там, до 5%. Что значит миноритарная часть? Миноритарная часть – это когда акционер, учредитель владеет меньшей частью доли в ООшке, то есть в юридическом лице. Мажоритарный участник – это уже, то есть учредитель, который владеет 50% и более, контрольным пакетом акций долей в юридическом лице. Как я сказал, например, вы приходите, и в стартапе сидят непонятные люди. Вы как их выводите? Или, то есть, условно таки, это уже отказ? Это не отказ. Мы можем поставить такое требование, чтобы эти лица вышли в состав учредителей. Ну, к примеру, есть фаундер, он собирает нам дата-рум, он дает CV всех фаундеров, его партнеров. И мы видим то, что инвестиционный менеджер изучает, опять-таки, кто это люди, в целом, насколько вовлечены эти люди в деятельность стартап-проекта. Да? На этом этапе мы выявляем, что действительно там двое, они работают, они вовлечены полностью, а третье лицо, ну, не знаю, это какой-то брат, там, не знаю, сосед и так далее. Но это не совсем правильно, вовлекать таких людей в деятельность стартапа. На практике фаундеры сами признаются, что это мой брат, это мой там, отец и так далее. Мы просим просто объяснить причину. Причины тут нет. Но это, мне кажется, более психологический фактор, либо родственный фактор, чтобы вместе это делать, то есть в обезопасить себя. Обезопасить себя, да. Мне кажется, самая опасность в этом и есть. Наверное, так и есть. Но для нас, инвесторов, это red flag. То есть зачем делить стартап, если человек не вовлечен, да. То есть нет добавленной стоимости его деятельности в стартап-проекте. Вот. Мы просим просто вывести этого человека. Обычно этот инвесторы, фаундеры, они сразу, то есть, прислушиваются к нашим требованиям, они понимают, что для привлечения инвестиций сейчас и в будущем это в любом случае этот вопрос поднимется, они, то есть, стараются обеспечивать наши требования, то есть, в этой процедуре. Вы как фонд при государственном банке инвестируете государственные деньги в стартапы. Есть ли риск того, что, например, там в какой-то момент эти льготы, которые есть у стартапов, иммунитет, который есть сейчас у стартапов, закончится, а потом придут к вам, скажут, ребята, налоговая придет к вам, скажут, ребята, почему вы проинвестировали в убыточные компании, потому что для налоговой же это не старт, нету такого понятия, как стартап. Есть понятие, как ООО, есть понятие, как в целом компания. Не будет ли такого риска? Или этот риск всегда есть?
давайте в целом будем рассматривать, да, из истоков, да. Мы понимаем, что в Узбекистане в целом, да, в развитых странах должен быть триггер то есть, чтобы мотор завелся, то есть должен быть какой-то триггер, да. На нашем рынке, то есть этим триггером, чтобы для завода этого мотора вышло государство с инициативой для запуска этих венчурных фондов. На этапе запуска этих венчурных фондов государство уже понимало и принимало эти возможные риски убытков. Вот. Международная практика, инвестиционные фонды, экономика стран достаточно, она показывает, то есть есть уже вековая, мне кажется, уже есть практика венчурных сделок, венчурных инвестирования. То есть мы понимаем, что у венчурных фондов есть определенный портфель, из этого портфеля есть какие убыточные проекты, есть какие... 90%. Так есть. Вот. Это может быть от 50 до 90% проектов, они могут быть убыточными. Но, опять-таки, вот этот малый процент проектов, которые мы проинвестировали, они могут взлететь, оценка может взлететь, появляются определенные покупатели. В таких случаях фонд выигрывает. Если в целом, да, 50% проектов, они убыточные, они обанкротились, а оставшиеся 50%, минимум мы продали в 2х. Да. Если в целом взять статистику, фонд уже выходит в пользу, уже выходит в выгоду. Но опять-таки, это не совсем стандартная практика, которая существует во всем мире. Стандартная практика венчурных фондов, инвестиционных фондов, это где есть LP-инвесторы, которые вкладывают свои деньги на определенных условиях, чтобы получить прибыль. Венчурный фонд гарантирует определенную ежегодную прибыль, которую инвесторы получают. Венчурным фондом управляет управляющая компания, да, GP-партнер. GP-партнер, он является, возможно, и консультативным адвайзери комитетом, на который в целом советует венчурному фонду проинвестировать в ту или иную сделку. Вот. Мы видим то, что такие фонды, то есть практика и статистика таких фондов, она показывает, что венчурный фонд, то есть правомерно распределяет и правильно, то есть может распределить прибыль LP-инвесторов, в том числе и предоставить сверхприбыль, да, как мы называем carry interest. Carry interest у GP-фонда, при этом то есть от сверхприбыли идет распределение carry interest для GP-фонда и уже идет часть процент для LP-инвесторов. Да. Но у нас в Узбекистане, мне кажется, уже в ближайшее время будут запускаться тоже инвестиционные фонды по уже международному стандарту, по международной практике. С LP-шками, с LP-шками, с GP-шками и так далее. Но пока, чтобы запустить, так сказать, моторику рынка, было принято решение, что фонды будут без управления. То есть фонд это как и аккумулирует средства, так и управляет сам своей, то есть аналитикой и сам инвестирует напрямую. Вот. В целом венчурный фонд принимает эти риски убыточности. Мы разработали свою инвестиционную политику, где указали в нашей инвестиционной политике в целом продолжительность, жизнедеятельность венчурного фонда, принятие этих рисков, убыточности и так далее. Мне кажется, да, по сравнению с тем, что у государства есть огромный бюджет, то, что будут убытки, это мизер, это абсолютно 0 с чем-то процентов, поэтому, мне кажется, я надеюсь, что такого риска не будет, потому что первым, кому придут, это те люди, которые принимали решение инвестировать в этот стартап. Особенно это будут менеджеры, которые там, условно так, и решали. Но я надеюсь, что такого не будет. По крайней мере, опыт показывает, что мы тоже говорили о том, с нашими коллегами в подкасте общались и говорили о том, что все страны практически Центральной Азии находятся на одном пути, то есть, но в разных этапах этого пути, получается. Казахстан, например, то же самое несколько лет назад имел при себе вот эту государственную стимуляцию для того, чтобы рынок развился. Но быстро это все там провернулось, и уже начались там все частные. Сейчас Узбекистан классно то, что это понимает, и, соответственно, классно то, что не только понимает, но и помогает международным фондам. Как мы видим, вот недавно Domino с помощью USVC, IT Park Ventures открылись, возможно, другие государственные тоже фонды, и, соответственно, с помощью этих же фондов деньги пошли на частные другие фонды, которые тоже могут инвестировать, соответственно, частные деньги. Ну, условно, государственно-частные деньги возьмем. Хорошо. Мы практически разобрались по части юрисдикции в начале, как это все проходит, и приходит момент, вы зашли по тем требованиям, которые у вас есть. Теперь пришло время
зайти инвестору, теперь, грубо говоря, там, американскому или там какому Домину, например, условно таки, не узбекский, который открылся здесь, а именно там нидерландский, который находится, вроде в Нидерландах находится там. Что тогда и по юридической части происходит со стартапом? Например, он уже зарабатывает, он в целом, возможно, убыточен, но он зарабатывает. Есть деньги, которые он будет тратить каждый месяц, да, и уже он открывает следующий раунд на сид-этапе и привлекает порядка, вы там в начале 100 тысяч давали, имеете там 10%, есть какие-то учредители, команда, ну, условно таки, да, есть компания сформированная, теперь оценка другая, теперь 10 миллионов, и он привлекает 500 тысяч долларов, грубо говоря. Что по юридической части здесь происходит у стартапа? Например, вот по тем же самым, да, сейф, конвертируемые займы, которые у них есть, акции и так далее. Как это все оформляется? По причине того, что в целом, да, правовая система Узбекистана и регуляторика не позволяет заключать сделки по конвертируемым инструментам, приходится, то есть стартапы, они вынуждены открывать свои компании, юридическое лицо в другой или иной юрисдикции, которая достаточно будет комфортной для их деятельности, в целом для масштабируемости, да, по стратегии, и более комфортно для их инвестора. Возможно, этот инвестор будет лидом в этом раунде. Возможно, он не 500 тысяч долларов, возможно, он $1 миллион готов дать узбекскому стартапу. На рынке есть такие уже стартапы, которые начали работать в Узбекистане, и в моменте сейчас они ведут переговоры о привлечении, там, скажем, раунда от 2 до 3 миллионов долларов. Да? Есть такие стартапы. Опять-таки, правовая система не позволяет принимать этих инвесторов именно в Узбекистане. Давайте разберемся, что такое конвертируемый займ, о котором вы сейчас говорите. То, что там для нас это примерно понятно, да, это птичий язык, который мы там на этом общаемся, примерно понимаем. Но для понятности аудитории, что это такое? Что такое конвертируемый займ? Это форма обычного договора займа, это долг. То есть это долг с возможностью конвертировать этот долг в будущем в активы компании, то есть в долю либо в акции. Стандартный договор займа, где прописывается сумма займа, где прописывается срок возврата займа, где прописывается процент начисления этого займа. Также прописываются обстоятельства, когда происходит конвертация. Вот. У стартапа, у инвестора есть право. Хочешь — верни, хочешь — конвертируй этот долг в акции с учетом начисленных процентов. Вот. У инвестора есть право в случае, там, срок погашения этого займа пришел, стартап не сконвертировал этот капитал в акции, инвестор имеет право выйти с требованием к стартапу, этому юридическому лицу, возвращайте деньги с учетом начисления процентов. Вот. Конвертируемый инструмент, то есть механизм такой. Есть сейф, достаточно всем понятен, то есть стандартная международная практика, разработана в IC. Вот в Казахстане, возможно, немножко будет она отличаться. Сейф не имеет срока погашения, не имеет процентов, это не долг. Это, так сказать, спящий капитал, который имеет свойство сконвертироваться в следующем раунде финансирования. Это, то есть в equity financing round, next equity financing round. Вот. Почему они удобны для стартапов и инвесторов? Во-первых, достаточно простой механизм заключения сделки, не требует много времени для оформления. В-третьих, он удобен для заключения, то есть на ранних этапах развития стартапа, там, pre-seed, стадии MVP. Когда нет понятной оценки, понятного valuation. Да, все верно. Конвертация происходит в seed раунде либо Series A. Вот. В Узбекистане это невозможно сделать, потому что наша, то есть правовая среда, она не позволяет внедрить в целом вот этот механизм конвертации. В настоящее время, то есть у нас есть принятый нормативный правовой акт, постановление президента за номером 357, где было внедрено механизм регуляторной песочницы, и одно из направлений этой регуляторной песочницы это было заключение вот таких конвертируемых инструментов, как сейф, конвертируемый займ. Международный финансовый центр Ташкент, или как финансовый центр Ташкент? Вроде назывался эта песочница, которая скоро запускается при IT-парке. Да, это Международный центр цифровых технологий, Enterprise. Он тоже в рамках этой песочницы внедряется, если не ошибаюсь, в рамках этой песочницы тоже. Но отдельное направление – это заключение именно сейф и конвертируемого займа,
через эту песочницу. Что это означает? Есть регулятор Министерства цифровых технологий, есть участники этой песочницы, это венчурный фонд, это стартап. Венчурный фонд, стартап заключают сейф, либо конвертируем займ, есть регулятор. Регулятор выступает аналитиком в этой сделке. Вот. Он видит, он сопровождает эту сделку с момента учреждения и до процесса конвертации. И в этом случае регулятор видит, какие правовые есть ограничения в этой сделке. Исходя из этой аналитики, в будущем должен быть принят новый нормативный правовой документ, который уже позволит в Узбекистане напрямую заключать эти соглашения, как сейф, конвертируем займ. Вот. Это получается юрисдикция внутри юрисдикции? Так есть. Так есть. Обычно так и есть. Вот, скажем, взять обычную практику Казахстана. МФЦ. У Казахстана есть своя юрисдикция, есть Международный финансовый центр Астана МФЦ, где уже есть common law, то есть уже совсем другая юрисдикция. То есть юрисдикция, как сказали, юрисдикция. Отдельный суд, отдельная юрисдикция, отдельные механизмы. Все верно. Окей, хорошо. Стартап должен, получается, зарегистрироваться там. В той юрисдикции, где это будет комфортно, во-первых, для его деятельности, во-вторых, для инвестора. Да, таких зон много, на самом деле. Там в Дубае есть, да. В Штатах, в Сингапуре, в Казахстане. Вот скоро еще в виде песочницы появляется здесь. Вот насколько это влияет? Вы находитесь на борту в доле, получается, у стартапа. Но стартап уже регистрируется, там, возьмем МФЦ. Что происходит тогда? То есть есть два учредителя, вы там сидите, да, и компания теперь надо привлекать новый раунд 500 тысяч, и там, например, вы тоже должны перейти на этот новый юрлицо, которое будет владеть этим, либо вы тут остаетесь, и это юрлицо остается там. Как это все происходит? Это этап, когда стартап выстраивает уже холдинговую структуру, где в холдинговой структуре есть parent company, главная компания, и где subsidiary company, дочерняя компания. Возможно, у стартапа не две структуры, это не два юридических лица, а целая там цепочка. Да? То есть это зонтичная структура, где есть главная компания, и уже под главной компанией сидят дочерние компании. Это когда главная компания является 100% акционером уже в их дочерних компаниях. Вот. Нужно понимать важность, что все инвесторы, они сидят именно в головной компании стартапа. То есть ни одному инвестору не будет интересно сидеть в дочерней компании, потому что, то есть, в будущем, по будущей стратегии инвестора, то есть это ни к чему не приведет. Все активы, все притоки активов, они идут в главную компанию, соответственно, и будущим инвесторам, будущим покупателям будет интересно покупать не часть компании, да, скажем, а в целом всю компанию, либо это будет в форме слияния. Вот сейчас, когда вы заходите в стартапы, которые потенциально могут вырасти на другие регионы, у вас в договоре, который вы с ними делаете, есть прописанный пункт, что в случае, если ты там зарегистрируешь, грубо говоря, компанию в МФЦ или в другой зоне, мы обязательно будем там, а не тут сидеть. То есть как этот процесс происходит? Как вы защищаетесь в этом направлении? Смотрите, наш инвестиционный договор указывает на тот факт, в случае, если стартап учреждает юридическое лицо. Во-первых, у нас есть требования законодательства, что то есть это действие должно быть с учетом согласования со всеми учредителями, а мы уже сидим в составе учредителей, то есть мы должны дать согласие на это. Вот. Во-вторых, мы это прописываем даже и в инвестиционном договоре, что в случае учреждения других юридических лиц это должно согласоваться с инвестором. Вот. Мы не говорим то, что мы должны тоже там сидеть. Возможно, почему мы это не делаем? Возможно, юридическое лицо учреждается в Узбекистане. Возможно, дочерняя компания, то есть холдинговая структура юрисдикции самого Узбекистана. Возможно, стартап видит то, что у него идет продукт в продукте. И чтобы развивать систему продукт в продукте, ему нужно выдворить один продукт в другую ООшку. Один из методов. Другой из методов, когда есть крупный инвестор, который готов проинвестировать инвестиции, но в другой юрисдикции, да, скажем. Вот. Это уже, то есть, момент переговоров, момент согласования уже с нами, с венчурным фондом. То есть зачастую, когда, например, компания переходит уже на новую юрисдикцию, вы переходите уже на главный офис? Да. Как часто это происходит? Пока таких моментов у нас не было, но в ближайшее время мы готовим стартап, то есть делаем полностью структуризацию на выход на другой рынок. Я даже скажу, это несколько стартапов, которые уже готовятся на выход, то есть они уже начали деятельность анализа определенных рынков,
Вот, мы будем уже... Это Делавер, это Казахстан, это Кыргызстан, Таджикистан есть, да, регионы. Вот, где будем открывать дочерние компании, возможно, мы будем перекидывать главную компанию там, в Делавер или в другую юрисдикцию, где будет управлять в целом, удобно будет управлять в целом это холдинговой структурой. Вот. Окей, хорошо. Какие есть сейчас юридические барьеры для стартапов инвесторов на данный момент в рынке Узбекистана, помимо того, что у нас нет вот таких инструментов, юридических инструментов, как конвертируемые займы, то есть, условно, такие стандартные, но нет удобной для инвесторов, нет такого механизма. Что еще? Смотрите, конвертируемый инструмент – это первый этап сделки. Второй этап, когда этот инструмент конвертируется в долю, то есть в акции, да? На практике инвесторы, для инвесторов важно защищать и укреплять свои инвестиционные права в том или ином стартап-проекте. Какие это права бывают? Да? Во-первых, есть класс акций, разделение акций, это как обыкновенные акции, это привилегированные акции. Кто является владельцем обыкновенных акций? Это обычно основные фаундеры, это, возможно, есть система ESOP, где сотрудникам выделяется определенный опцион на Замороженная, акции, замороженная в будущем, да, где сотрудники могут получить. Но инвесторам важно, чтобы они сидели в составе класса акций. Привилегированные акции, все верно. Да. Привилегированные акции, они показывают, что они могут показывать ликвидационные привилегии инвестора, это информационные права, это, возможно, место в совете директоров, либо в качестве наблюдателя, либо в качестве полноценного, да. Это антиразмывание, anti-dilution right, к примеру. Это право на участие в будущем раунде, когда стартап в первую очередь привлекает текущим инвесторам на покупку акций, то есть в новом раунде. Эти все права, инвесторам важно закреплять эти все инвестиционные права, то есть вот именно в классе привилегированных акций. Это все в договоре указывается? Это указывается, во-первых, это указывается уже на момент заключения сделки, то есть предварительно. Уже это имеет место закрепления уже в акционерном соглашении, SHA. То есть есть такой Shareholders Agreement, стандартное соглашение акционеров, где прописываются все права. Есть такой тоже интересный факт, когда есть полномочия, скажем, компетенция вопросов совета директоров, есть полномочия компетенции решения акционеров, есть также полномочия, где есть требование, что нужно согласовать также с инвестором, который владеет привилегированной акцией. То есть без согласования определенного процента, то есть без решения определенного процента владельцев привилегированных акций, там, скажем, продать компанию, либо продать какой-то результат инвестиционной деятельности в стартапе будет невозможен. Вот. В Узбекистане в целом заключать такие сделки, то есть такого формата, чтобы подходили для инвесторов, в целом пока организационно-правового форума нет. Если у нас в будущем будет международное, то есть будет уже открыт enterprise, когда он будет на полный, то есть будет запущен на нашем рынке по полному, будет внедрено английское право, вот в рамках уже common law, возможно, это будет уже внедрить. Это будет точно уже можно будет сделать в рамках common law. Все равно это будет другая юрисдикция, то есть не получится интегрировать ее в узбекскую юрисдикцию. Так есть. Это отдельная да. Потому что, знаете, наша правовая система – это романо-германская, где есть определенные законы, определенный свод правил. Да? Любой этап, любая процедура, она привязывается к нормативному правовому документу. Англосаксонская система, где есть common law, это Англия, Канада, Штаты и так далее, Сингапур. Common law – это система, где то есть вся правовая система основывается на прецедентном праве. То есть практика закладывает основу будущей деятельности в целом направлении, да, правовой базы. Да. Вот. Опять-таки, есть сейф, который Y-Combinator запустил, я не знаю, в каком-то году, это было в 2000-х годах, если не ошибаюсь, они запустили. Вот. Это уже определенный прецедент. Прецедент, который позволил стартапу конвертировать капитал в будущем, да, акции. Во-первых, должен быть конвертируемый инструмент, адаптированный под наше законодательство. Во-вторых, сама организационно-правовая форма должна быть комфортна для разделения класса акций, для выстраивания защитных механизмов для инвестора. В-третьих, должен быть обязательный механизм для мотивации сотрудников ESOP.
если это сделать, то есть структуризировать в Узбекистане, в целом мы можем спокойно, то есть приравниваться к международным структурам. Да. Но опять-таки есть требования наличия common law в Узбекистане. Это должно быть у нас. Когда вы решаете экзитнуться с стартапа, или это кто решает? То есть, например, в моменте вы там поставили в стартапе 3 года, и уже понимаете, что ваша доля условно таки выросла, пора выходить. Ну, условно таки, кто решает вопрос о пора выходить? Это зависит от обстоятельств. Возможно, у стартапа есть потенциальный покупатель, потенциальный инвестор. Возможно, сам фаундер готов выкупить нашу долю, чтобы в будущем продать компанию по уже высшей стоимости. То есть бывают разные обстоятельства. Вот давайте рассмотрим первое. Есть определенный покупатель, да? Крупный холдинг, который M&A готов, происходит. да, M&A происходит по определенной оценке. В таком случае мы, если видим сделку выгодную для нас, мы даем согласие. Бесспорно, мы даем согласие на эту сделку. Второй момент, когда фаундер предлагает нам выкупить, там, скажем, за 2х, за 2х, за 3х нашу долю инвесторов. Возможно, это требование лид-инвестора, чтобы вычистить, там, скажем, инвестиционный пул, либо требование покупателя в целом, чтобы вычистить инвестиционный пул. Да? Возможно, тут стратегия самого фаундера выкупить долю инвесторов сейчас, при этом он уверен, что он продаст компанию дороже в будущем, через год, через два. При этом мы можем тоже согласиться на такие условия, если мы видим потенциал, да, в этой сделке. Возможно, и не дадим. Опять-таки, если мы... опять-таки, это зависит от переговоров. А есть какой-то там, условно-таки, порог, где вы, условно-таки, можете соглашаться или можете не соглашаться на выход? Например, стартап приходит, фаундер приходит вам через какое-то время и говорит, давайте я вас выкуплю, но это будет там 1,5 икса или это будет там 10 иксов. То есть тут вопрос нужно, чтобы там, соответственно, был какой-то там несколько иксов, или же даже в моменте может произойти так, что стартап скажет, по той же, грубо говоря, оценке я выкупаю вашу долю. Знаете, ну, скорее всего, по той же оценке не получится, потому что valuation, скорее всего, на тот момент уже будет другим. Фаундеры зачастую видят такой исход событий, когда они могут себе позволить выкупить долю инвестора сейчас и при этом продать компанию дороже в будущем. Возможно, они ведут какие-то параллельные переговоры и с фондом, и с его покупателем. Да? В таком моменте все венчурные игроки, все инвесторы, они осуществляют мониторинг. Тут уже включаются информационные права инвестора. Что значит информационные права? Информационные права, когда инвестор имеет право на отчетность ежеквартальную, там, за полугодие, ежегодную, запросить финансовые показатели, запросить коммерческие какие-то показатели и так далее. Наши инвестиционные менеджеры, они проводят аналитику. В целом мы можем и оценить стартап сами. То есть фаундер, возможно, оценит сейчас нашу долю на 1х, а возможно, наш инвестиционный менеджер, наша команда оценит стартап в 3х. Вот. А возможно, команда видит то, что если мы останемся сейчас в составе инвестиционного пула, в течение 3 лет мы можем продать компанию еще дороже. Вот. То есть аналитика, она показывает, то есть статистика, есть определенная статистика, менеджер выявляет, изучает, мониторит, мы постоянно осуществляем мониторинг проектов, какие в убыточную сторону, какие в сторону прироста. То есть все зависит от аналитики, от переговоров, от обстоятельств уже взаимоотношений венчур-фондов и стартапов. Вот вы сказали, что вы можете сами оценивать стартапов или может фаундер оценить. Как сейчас происходит оценка стартапов? Потому что я как человек, который там ведет блог, и зачастую те люди, которые у вас инвестиции получают, я с ними общаюсь, условно таки, и они получают различные оценки. То есть там 1 500 000, 800 000, 2 миллиона, 3 миллиона, 5 миллионов. Как именно оценка происходит? На базе, вот зачастую вы вроде оцениваете по мультипликатору. Все верно. Как этот мультипликатор является? Будущий, по каким бенчмаркам? Откуда берется это бенчмарки? Хорошо, с других рынков, например, если берутся, как вы оцениваете этапность этого продукта? Например, есть SaaS, который в Узбекистане находится, и есть такой же SaaS, аналогичный, который там оценивается в такую-то сумму на другом рынке. Как вы это все оцениваете? Смотрите, я отвечу на этот вопрос так. Я не эксперт в целом по финансовой оценке стартапов. У нас есть эксперты, которые оценивают стартап.
который подводит оценку. На нашей практике те стартапы, которые приходят к нам, это всегда зачастую оценка, она завышенная от самих фаундеров. То есть это зависит от многих факторов. Что значит завышенная? У нас есть свои методы, то есть это стандартные методы оценивания венчурных фондов, стартапов. Мы изучаем полностью финансовые показатели, мы изучаем рынок, продукт-маркет, юнит-экономику, и мы выявляем оценочную стоимость проекта. Вот. Приближенную, возможно, и точную. Вот. Но стартапы обычно, опять-таки, это торги. Это торги, когда между фаундерами и венчурными фондами по стоимости компании. Возможно, это стратегия самого фаундера, чтобы завысить, так сказать, показать свой потенциал, либо уверенность перед венчурным инвестором. Но венчурный фонд, он всегда видит, то есть приближенную оценку проекта, исходя из его показателей. Мы не просто так проводим due diligence, мы не просто так запрашиваем финансовые показатели. Из всех этих данных мы вводим оценку. Соглашается стартап на нашу оценку или не соглашается, это уже его право. Бывало такое на практике, то, что мы даем стартапу оценку, скажем, $500 тысяч, да? Есть английский инвестор, который готов проинвестировать по оценке в $1–1,5 миллиона. Вот. Тут какие риски есть для стартапа? Другой венчурный фонд, скажем, в первом раунде, да, в одном раунде английский инвестор полностью закрывает, там, скажем, не знаю, $100 тысяч, да, по оценке $1,5 миллиона, но в следующем раунде, когда стартап поднимает другой раунд, приходит венчурный фонд, он смотрит его оценку, при этом то есть оценка проекта в первом раунде, она, то есть, не соответствует действительности. Так, то есть, как вы это выявляете? Исходя из финансовых показателей. То есть в процессе due diligence мы выявляем оценку компании. Был кейс. У меня был такой момент, когда стартап с одного фонда, венчурного фонда, получил, грубо говоря, одну оценку, но в другом венчурном фонде занизили его оценку. И этот кейс был в Узбекистане. И эти фонды практически одинаковые, ну, то есть в одном юрисдикции. Как это может быть? То, что, например, вы инвестировали там при оценке 5 миллионов, а другой фонд он пошел, он такой, нет, вы там стоите 4500. Такое тоже может быть. Возможно, бывают какие-то погрешности. Возможно, это стратегия самого венчурного фонда зайти по ниже стоимости. Опять-таки, это торги между венчурным фондом и фаундерами. Торги могут быть и дороже, и ниже стоимости. То есть инвесторы ходят по рыночной стоимости, не по действительной стоимости. Действительная стоимость, она может быть $200 тысяч, но рыночная стоимость проекта, она может быть $500 тысяч, к примеру, да? Вот. Все исходит в пороге от действительной стоимости до рыночной стоимости, в зависимости уже, кто как предложит свою цену. Вот. Но то, что я упомянул касательно, скажем, оценивания английского инвестора и венчурного фонда, зачастую на практике на рынке бывают споры между английскими ангелами и венчурными фондами. Это не только в Узбекистане, это во всем мире. Абсолютно. Когда крупные венчурные фонды не признают оценку, скажем, английского инвестора. Согласен, потому что ангел, ты можешь, грубо говоря, у венчура там полгода процесс DD проходить, а с ангелом там за кружкой пива можешь там 100 тысяч привлечь. Потому что одно дело, когда это корпорация, другое дело, когда ангел это свои деньги берет и тебе дает. Чисто веря не только на твои там какие-то, грубо говоря, финансовые юридические показатели, ему по большей части плевать на них, потому что он верит в тебя в первую очередь. Конечно же, венчур то же самое делает, в тебе верит, но так как это более институциональное, получается, общество, поэтому ему важно, чтобы еще постраховаться. А тут, потому что деньги, грубо говоря, там по-другому приходят. Тут, понятное дело, с оценкой того, что ангел ставят и венчуры ставят, вообще нет. Еще на рынке, мне кажется, есть еще сигнальные венчуры и ангелы, которые там заходят, например, да, и точно по этой же оценке могут другие зайти или по повышенным, потому что если это какое-то время произошло. Но этих, как мы видим, довольно-таки сильно мало. Допустим, сейчас мы стартап юридическую часть создали, прошли, международные там, грубо говоря, финансовые, как называется, привлекли уже с международного фонда деньги, и вас хотят вытеснить, грубо говоря, выкупить вашу долю. Как здесь происходит?
Вот, например, возьмем, давайте так. Один момент, когда это выкупает другой венчурный фонд, например, вы там 100 тысяч давали при оценке 10 миллионов, 1 миллиона, и теперь фонд заходит при оценке 10 миллионов, ваша оценка, ну, соответственно, ваша доля выросла до 1 миллиона, и он заходит, грубо говоря, выкупая полностью вашу долю. Он может, ну, по сути, по математике, я говорю, там, простая математика, у вас 1 миллион уже оцениваются ваши активы. А может ли он договориться на какой-то дисконт, чтобы продать не 1 миллион, да, а выкупить вашу долю за 750, грубо говоря, или там за 500 тысяч, условно, это первый момент. По первому моменту, по вашему вопросу, да, если мы вошли по оценке $1 миллион, по сумме инвестиций $100 000, приходит уже, скажем, через года 3-5 лет через 5 лет приходит потенциальный покупатель, который готов выкупить нашу долю, либо весь инвестиционный пул, весь кап-тейбл по оценке уже $10 миллионов, соответственно, у нас есть прибыль уже в оценку 10x. Почему бы нет? Для венчурного фонда здесь хорошая прибыль, 10 иксов, заработать из 100 тысяч, то есть есть прибыль уже в $900 000. Что касается торгов, опять-таки, все зависит от оценки, насколько осуществляется оценка компании. Правильно осуществляется. Насколько осуществляется правильная оценка. Возможно, что текущие инвесторы, которые сидят уже в кап-тейбле, они не согласны с оценкой уже покупателя. Возможно, покупатель принижает эту оценку. Возможно, стартап стоит не 10 миллионов, а 12-13 миллионов долларов. Вот. Возможно, жизненно необходимо продать стартап сейчас. Если не продать сейчас, завтра уже будет поздно. Вот. То есть, опять-таки, это торги, это обстоятельства, это переговоры между проектом, уже между инвесторами, это уже сделать по согласованию со всеми. Окей, есть стартап, который вы там проинвестировали когда-то 250 тысяч, условно таки, по какой-то оценке, и теперь его оценивают на 20 миллионов и хотят выкупить долю всех основателей. Это, например, Pills, который недавно произошел. Как эта сделка бы ну, то есть как вы вышли, как ваши доли выкупили, как это юридически там выглядело? Весь инвестиционный пул инвесторов, они вышли. Они полностью выкупили? Они полностью вышли, да. Мы остались на 50% нашего капитала. Что это значит? Что это значит? Что мы зашли на поздней стадии, то есть раунда. Да. Были инвесторы, которые зашли на ранних, то есть раундах, а мы зашли именно на поздней стадии, чуть позже. Вот. Те инвесторы, которые зашли раньше, соответственно, у них было больше иксов зарабатывания. Вот. У нас мы с момента инвестирования прошел год-полтора, мы там буквально там 1,7, 1,8 икс мы заработали от этой частичной продажи. Вот. Мы решили, что мы продадим 50%, чтобы поддержать проект в этой сделке, но 50% оставим для будущей нашей сделки. То есть, чтобы было справедливо, чтобы мы тоже заработали от этого процесса ожидания, когда компания уже будет стоить по высшей стоимости, уже выйти уже с большими иксами. В переговорах все стороны поддержали, все партнеры поддержали, они были против. То есть в таких переговорах, в таких торгах и покупатель, и стартап, и инвесторы, они понимают, то есть, что у всех есть добавленная стоимость, которую они должны получить от своих вложенных средств. То есть есть достаточно взаимопонимания в таких сделках. То есть тут чисто уже на человеческом факторе. Так, да? так Договорились, не получилось. Да, так есть. Хорошо, другой момент. К вам пришел стартап, например, взял $50 000, но через 3 года умер. Это, например, Point AI. И формально его уже частично подтверждают, что этот проект уже умер. Что происходит тогда? Вот условно таки вы сказали, что это конвертируемый займ, который, грубо говоря, ну, то есть вы инвестируете в рамках существующего законодательства Узбекистана. Как вы оформляете, грубо говоря, не экзит уже, да, где вы все стороны договариваются, вы эти деньги уже потеряли, грубо говоря, эти деньги потратились, потому что стартап умер, банкротство назначено, стартап скоро ликвидируется. Что тогда? Как этот процесс происходит в Узбекистане на базе этого законодательства? На базе этого законодательства, смотрите, в целом это стандартная практика. Если проект идет уже, то есть убыточный проект,
либо... Не, ну, практически все ваши инвестиции – это убыточные проекты. Давайте, допустим, так, что у них, возможно, у многих, скорее всего, у многих, это еще там даже до точки безубыточности они не дошли. Они деньги у вас берут для того, чтобы сжигать и дойти до этой точки. То есть мы не говорим про убыточность, мы говорим про то, что она уже обанкротилась, о банкротстве, грубо говоря, объявила и объявила о ликвидации. Что происходит в этом случае? Стандартная процедура, юридическое лицо ликвидируется, в моменте ликвидации объявляется пул кредиторов, вот. Компания оценивается на этом моменте, в процессе ликвидации, если какие-то есть активы, имущество, оставшиеся у компании, у стартапа, мы пользуемся своими ликвидационными правами, ликвидационными привилегиями. Мы, скажем, есть партнеры, которые ставят ликвидационные привилегии там, на 1,5, да, 1х. Ликвидационная привилегия, когда при ликвидации проекта, при закрытии проекта, у проекта есть индивидуальная собственность, возможно, есть какие-то активы, возможно, есть какие-то имущества и так далее в целом, которые имеют оценочную стоимость свою, которые, возможно, можно будет продать, в целом оценить, либо разделить между инвесторами, между фаундерами. В таком случае у инвесторов есть ликвидационные привилегии. В первую очередь при ликвидации эти привилегии им пользуются инвесторы, а потом уже фаундеры. Вот. Мы вложили $100 000. Если сумма всех активов позволяет покрыть нам нашу инвестиционную часть, мы возвращаем эти $100 000 обратно. Если наша сумма, то есть если сумма активов не позволяет, мы берем ту сумму, которая, то есть в целом по финансовому аудиту, то есть мы выявляем определенную стоимость активов, которую можно вывести. На какую сумму можно будет вывести эти средства, мы выводим эти деньги. То есть если нет никаких активов, если, то есть проект... Ну, на примере Point AI, грубо говоря, назовем, потому что это была IT-компания, грубо говоря, да, и, соответственно, она вряд ли имела какие-то материальные активы. И все активы, которые были, соответственно, понятное дело, что они не заработали, ну, то есть не подтвердили свою работоспособность, бизнес-модель не подтвердила свою гипотезу, и, соответственно, фаундеры решили, что, ну, мертвый ребенок, и, соответственно, его надо уже хоронить. Что в этом случае? То есть вы получите 0. Смотрите, что касается Point AI, был инвестиционный пул, по которому все инвесторы заключили сейф. Соответственно, мы дали капитал через соглашение сейф. В стандартных сейфах предусматривается процедура ликвидации. То есть этапы, когда капитал имеет автоматическую конвертацию. Одна из этапов автоматической конвертации – это ликвидация компании. Вот. Перед ликвидацией компании фаундер должен обеспечить конвертацию всех инвесторов в состав акционеров. Потом происходит оценка активов компании. Если выявляются какие-то активы в компании, идет распределение этих ликвид-привилегий между всеми инвесторами. А если нет? Если нет, уже идет процесс банкротства, ликвидации. То есть фаундер в любом случае там ничего не должен никогда. Да. Хорошо. Одно дело, когда фаундер пытался что-то сделать, и понятное дело, что сгорел. И зачастую инвесторы туда еще инвестируют, потому что видят, что фаундер один раз, ну, то есть не накосячил, а то, что есть опыт фейла. И, соответственно, грубо говоря, да, он прошел путь, он пытался, но не получилось. Бывает кейс. К вам пришел фаундер, взял деньги, и в моменте у него там на балансе появился новая машина. Как вы это проверяете и что в этом случае? Ну, это же бывает. Это был, опять-таки, человеческий фактор. Пока у нас такого не было на практике. Мы в нашем инвестиционном договоре мы прописываем целевое использование денежных средств, инвестиционных средств. Вот. Мы это целевое использование средств можем расписать даже мы можем сделать короткую смету, разбить эту процентовку там, по сумме, да, пропорции, либо по процентовке, указать направление, это маркетинг, фонд оплаты труда, там, это доработка MVP, выход на новые рынки и так далее. То есть у нас есть этапы, когда мы мониторим стартап, когда мы получаем отчетность, куда стартап тратит наши инвестиции. Вот. Мы имеем право запросить банковскую выписку. Вот. Если мы выявляем, что проект тратит наши инвестиционные средства не по целевому назначению, у нас есть право расторжения инвестиционного договора, во-первых. В этом случае он должен вернуть все деньги. Все верно. С процентами. Все верно, да. Если мы даже выявим какую-то
неправомерное использование, то есть неправильное использование целевых средств, то есть наших инвестиционных средств, опять-таки мы можем поставить требование фаундеру, что он эти деньги поставит на место, либо он нам доказывает причину, почему, то есть он, там, скажем, потратил деньги в другом направлении, которое, то есть не прописано в нашем инвестиционном договоре. Мы обсуждаем это. Если это для нас окей, если это для нас допустимо, мы, то есть, можем допустить, сделать дополнительное соглашение к инвестиционному договору и прописать новое направление использования средств. Если мы видим, что это грубая ошибка, которая не нравится нам, мы вправе расторгнуть инвестиционный договор и потребовать наши деньги обратно. А как вы это выявляете? То есть проходит какой-то отчетность? Ежеквартально, да. Ежеквартально мы ежеквартально требуем отчетность, финансовую отчетность у проекта. Мы можем попросить банковскую выписку. Мы сидим в составе учредителей. Мы можем инициировать в любой момент аудит финансовый в проекте. То есть у нас есть все права на то, чтобы все защитные механизмы, чтобы прозрачно наблюдать за ростом проекта. Мы понимаем, что процесс решения инвестиций выявляет огромное количество факторов. Зачастую он может пройти DD, но не получить инвестиции. Бывает такое? Обычно нет. Обычно нет, потому что наши инвестиционные менеджеры, так скажем, познакомились с каким-то фаундером стартапа, да, они провели там предварительный KYC проекта, они предварительно ознакомились с финансовыми показателями и так далее. Мы начинаем due diligence. То есть фонды, которые проводят стартапы в инвестиционный комитет до процедуры due diligence. К примеру, там многие наши казахские партнеры тоже. В Узбекистане мы делаем due diligence, потом заводим проект в инвестиционный комитет. Опять-таки, если проект нам интересен, если мы даже выявляем какие-то red флаги для проекта, мы пытаемся то есть мы не просто так начинаем процедуру due diligence. Если нам дают, то есть у нас есть руководство, они одобряют, чтобы начать процедуру due diligence, мы начинаем. То есть уже есть предварительные решения внутри команды, чтобы довести этот проект до инвестиционного комитета, до защиты. То есть сперва проходит DD, потом проходит уже защита. Инвестиционный комитет. Вы говорите, что казахские коллеги делают, может быть, это из-за того, что это частные компании, вроде в казахском законодательстве запрещено иметь госвенчурный фонд. Ну, то есть венчурный фонд с госденьгами. У них, если я не ошибаюсь. Это лицензионный вид деятельности в Казахстане. То есть нет ограничений, запретов, но это лицензионный вид деятельности. Ну, частники в целом это могут сделать, потому что это их деньги, а у вас чуток другая ситуация. Влияют ли какие-то, условно таки, в государстве есть огромное количество факторов, которые влияют так или иначе. Например, мы видим по кейсам, что, например, при распределении земель, грубо говоря, повлияли внешние силы, да, непонятно откуда, и некоторые земли разделились там непонятно куда. Условно, не на те активы, то есть не на тех людей были распределены. И, понятное дело, такие кейсы проходят, журналисты, то есть медиа об этом говорят, антикор это выявляет. А бывает ли у вас какие-то дополнительные политические, может быть, факторы при принятии решений, грубо говоря, инвестиций в стартапах? Я бы не сказал так. У нас есть члены инвестиционного комитета, это все эксперты в области венчурного капитала, в области венчурных инвестиций, в области IT. Наши инвестиционные менеджеры, то есть мы полноценно готовимся к этой защите. Каждая защита инвестиционного комитета для нас это, то есть, очень важный этап в подготовке. Знаете, тут больше значение идет к инвестиционному менеджеру, который в целом курирует, да, процесс взаимоотношений со стартапом. Он инициирует процедуру due diligence. Если DD показывает, что проект зеленый, можно идти дальше к инвестиционному комитету. Хорошая аналитика, хорошая инвест-мемо, хорошая сильная защита перед членами инвестиционного комитета, доказать, что почему этот проект интересен потенциально, да, для венчурного фонда, это уже в обязанности проектного менеджера. Инвестиционный комитет уже по итогам заседания он принимает решение, инвестировать в проект или нет. Возможно, наши инвестиционные предложения инвестиционному комитету, они могут принять это в другой форме. Мы можем предложить, скажем, проинвестировать в проект $100 000,
инвестиционный комитет может видеть какие-то определенные риски. Там есть специалисты в определенных направлениях. Они, возможно, видят какие-то риски, какие-то последствия деятельности. Они могут предложить, давайте не $100 тысяч, давайте разделим инвестиционную часть на транши. Да, понаблюдаем. Могут сказать, давайте пока не будем принимать решения, пока возьмем на стопе этот проект, пусть привлекут лид-инвестора, пусть доработают MVP-продукт, пусть проведут интеграцию с каким-то партнером. То есть никакие политические, грубо говоря, силы не могут влиять. Хорошо. Другой момент. Допустим, ваша комиссия решила, что надо траншем давать. Условно, 50 тысяч по 25 тысяч. Но получилось так, что вы 25 дали, условно, кейс-by-кейс, да? Стартап выполнил необходимый KPI, но получается там затяжка со вторым траншем. Может ли стартап подать в суд на вас? Насколько вероятно того, что он выиграет этот суд против вас? Нет, ну смотрите, здесь это стандартная практика. Понятно. Это не обязательство, это право инвестора инвестировать во втором транше. То есть вы ставите себе право, даже если он выполнил KPI, да, вы можете отказать. Но есть другая сторона монеты. Это когда мы ставим KPI. Если стартап достигает этот KPI, наш интерес проинвестировать в этот проект, он еще больше увеличивается. Но вы можете отказать. Мы можем отказать, если есть на то причины. Да. Если есть на то причины. Там, это могут быть какие-то внутренние корпоративные споры. То есть в момент, возможно, по коммерческой части проект выполнил свой KPI, а возможно, у него в это время появились какие-то технические проблемы, какие-то корпоративные проблемы, какие-то... суды, что-то такое. Да. В этот момент проект пришел к нам с отчетностью, что он выполнил KPI, мы полностью делаем due diligence опять, мы проверяем, насколько он выполнил этот KPI, проверяем финансовую часть, юридическую часть, техническую часть. Если это соответствует установленным нашим требованиям, мы оформляем. Для того, чтобы вы отказали на втором транше, нужны основания? То есть вот условно таки, хорошо, он сделал, никаких проблем нет. Нужны основания, чтобы вы отказали? Или вы можете без основания отказать ему на втором транше? Нет, на нашей практике мы пока не отказывали. Нет, тут вопрос не в том, что в вашей практике есть или нет. Я имею в виду, что законно вы можете отказать просто. Без оснований того, что, условно таки, да, не обосновывая это чем-либо конкретным, вы говорите в целом нам не понравилось, или нам пока не хочется эти деньги выделять? Нет, мы это обоснуем. Мы в любом случае это обоснуем. Нет, законно, получается, вы можете... Законно мы это можем сделать, да. Законно без обоснования. Без обоснования. Но мы это делаем с обоснованием в любом случае. Мы это будем делать с обоснованием. Другой вопрос, да. Насколько все же местные суды, арбитражные, получается, арбитражи вообще могут защитить интересы инвесторов или же тех же самых фаундеров? Как мы сказали, в сейфе все это прописывается, и, соответственно, при регуляторе, которые они регистрируются, юрисдикции, есть суды. Например, в МВЦ есть свой суд, который защищает интересы инвесторов и фаундеров в том числе. Мы не только же, когда говорим про инвестиции в стартапы, это же две стороны как-никак. А вот в Узбекистане, условно таки, вы, грубо говоря, отказали. Он может подать в суд? И в какой суд? И как он может это сказать? Типа, вот ребята меня гнали столько времени, да, KPI мне дали, вот в договоре описано, я это выполнил, они мне деньги не платят, и, соответственно, грубо говоря, тут уже вряд ли будет, получается, скорее всего, у вас в договоре будет указано, что вы можете безотказно, без обоснования, получается, отказать, но в целом, как вы думаете, там, могут ли местные суды, арбитражи защитить именно интересы инвесторов и стартапов? Имеют ли такие механизмы? По крайней мере, потому что я не видел пока кейсов, где стартапы судятся. Пока таких кейсов нет, и, соответственно, пока сложно что-то говорить. Но насколько они пригодны для защиты прав интересов? Вы правильно упомянули, пока на нашей практике не было ни одного судебного спора между венчурным фондом и стартапом, но, мне кажется, это дело времени, появится какой-то определенный спор. Вот, что касается вашего вопроса, да, может ли стартап подать на наш суд? Чтобы подать в суд, чтобы был нужно обоснование. Нужно обоснование, должен быть предмет иска. Если не будет обоснования этого иска, нет смысла подавать дело в суд. Оно просто прекратится даже без его начала. Да? Вот, если на то есть законное обоснование, к примеру, у нас было даже на практике, когда мы прописывали это нашим обязательством. То есть это было уже
требования самого стартапа. То есть, что имеете в виду? То есть есть инвестиционный договор, мы заключаем инвестиционный договор, да, мы устанавливаем KPI. У стартапа есть своя юридическая служба, которая советует стартапу, фаундеру прикрепить, чтобы венчурный фонд обязался в будущем выплатить инвестиционные средства в случае, если стартап выполнит часть установленной KPI. Стартап выполняет инвестиционную часть установления KPI. Вот. У венчурного фонда это уже не право, это уже обязательство. Да, в таком случае, если венчурный фонд не выполняет свои обязательства передачи второго транша, у стартапа уже есть законное обоснование пойти в суд и взыскать эти инвестиционные средства. Когда мы говорим, дисклеймер сделаю, когда мы говорим о том, что фонд, мы не имеем в виду конкретно Aloha Ventures или IT Park Ventures, где вы работаете, потому что данный диалог, он, соответственно, говорит в целом про юрисдикцию, которая здесь происходит. То есть это не конкретно не связано с фондами, где вы работаете. Маленький дисклеймер для того, чтобы понимали, что я не говорю, что это делает Aloha Ventures или же IT Park. Может ли стартап, как вы сказали, там, условно-таки, вы в договоре указываете, что без обоснования можете отклонить запрос на второй транш и просто ему отказать. Может ли он усмотреть данный момент и сказать: не, ребят, так не пойдет, вы обязательно должны мне это сделать, как вы сейчас сказали? Он имеет право это делать? На стадии оформления заключения сделки он имеет право. То есть если договор был заключен, уже нет? Безусловно. То есть уже есть условия, которые стартап принял. Да. То есть есть юридический документ, который показывает условия сделки. Понятное дело. Мне кажется, все же вот момент, когда большинство стартаперов сталкиваются с этой проблемой, это вот момент только-только заключения договора, потому что не все имеют юридическое образование, ChatGPT не поможет, поэтому, скорее всего, нужно будет конкретно на все кейс-по-кейс смотреть на все пункты, чтобы не попадаться в такие моменты. Безусловно, я с этим согласен. В целом, да, стартапу содержать юридическую службу – это очень дорого. Да. Качественные юридические услуги на нашем рынке, они очень дорого стоят. Венчурное направление – это уже очень узкое направление. Во-первых, мало специалистов, кто оформляет такого рода сделки в Узбекистане. Во-вторых, если они даже есть, их услуги стоят достаточно дорого. То есть для стартапа, возможно, это очень дорого. Тут нужно будет понимать, что нужно находить какие-то альтернативные решения, да, по договоренности юриста и фаундера, что постоплата, я не знаю, в рассрочку пусть договориться, но очень важно иметь у стартапа юридическую службу, консультанта, юриста, который в целом будет проверять, курировать всю договорную работу, все сделки, которые исходят у стартап-проекта. Самое важное, то есть договорная часть, коммерческая часть – это одна часть, инвестиционная часть – это уже другая часть. Она уже более ответственная, это уже переговоры, это распределение долей, это долевое участие, это в целом стратегия сотрудничества на будущее. В этом случае, безусловно, то есть должна быть проверка, консультация юриста у стартапа тоже. Угу. Смотрите, мы говорили про инвестиционную, как называется, опционный пул, получается, который дается сотрудникам для мотивации на начальных этапах. Как именно влияет отсутствие опционного пула и механизмов мотивации сотрудников на инвестиционную привлекательность? Влияет ли это при инвестиции, когда у сотрудников есть либо нет данных опций? Давайте будем исходить из того, что, скажем, стартап уже на стадии seed, у него есть продажи, его жизнедеятельность позволяет платить заработную плату сотрудникам, то есть рыночную заработную плату сотрудникам. В этом плане окей. Фаундеры могут не выделять ESOP своим сотрудникам. Но, возможно, в пресиде и сиде, пока продажи малые, нужно как-то мотивировать своих сотрудников. Да, если мы это видим, мы можем порекомендовать стартапу: давай, открывай ESOP pool, выделяй какой-то определенный процент доли. ООО это может сделать? ООО нет, наша правовая регуляторика не позволяет. Только акционерное общество. Да. Опять-таки, напрямую это сделать невозможно. Есть методы, которые можно просто подвести к этому, к ESOP pool. То есть это все же… Это обходные пути, то есть это не прямое выделение ESOP. Это закон позволяет. Пути, закон позволяет. Да. А потом сложности сложности не будет. К примеру, смотрите, как это можно сделать в рамках ООшки, да? Учредители могут
принять решение о выделении, скажем, какого-то процента доли своим сотрудникам. Это будет какая-то команда, техническая команда, да, которая там дорого оплачивает, они дорого стоят и так далее. В рамках Узбекистана это можно сделать, выдворить этих сотрудников в состав участников другой ООшки, да, и постепенно выделять процент доли этой ООшки. Либо постепенно выделять процент, то есть фаундеры, они будут сами выделять, уступать, скажем, долю, безвозмездно передавать долю. Будет какое-то соглашение инвестиционное, скажем, какое-то партнерское соглашение между фаундером и его работником, где они описывают целый механизм получения доли. Вот. Это может быть продажа доли по определенной стоимости, это может быть безвозмездная передача доли, это может быть какой-то срок, это может быть даже какой-то KPI. Вот. Если на то согласны другие учредители, если на то согласен инвестор, почему это не сделать? Вот. А в целом, как это работает, там, скажем, в МФЦА и в других юрисдикциях, ESOP pool, это идет просто резервация определенного процента долей, это от 10 до 15%, это может быть и 5%. Вот. Есть определенный ESOP-план, где в этом плане, скажем, уже ясны сотрудники. Они вначале должны выделять этот ESOP-план? Они могут и выделить. А потом размывается для других инвесторов? Да, в любом случае. Это идет через размытие. Вот. Но опять-таки это идет по согласованию. Это может сделать через размытие только фаундеров, вот, потому что непосредственно его команда, там, скажем, 2 фаундера, они размывают только свою долю. Инвесторы, то есть опять-таки это по согласованию. Инвестор может согласиться на размытие, может не согласиться на размытие по ESOP. А возможно, что ESOP-план, он был утвержден на момент регистрации компании. В этом случае уже ни у кого нет. То есть, впуская, грубо говоря, ну, то есть, выделяя определенную долю ESOP сотрудникам, другому кофаундеру, новым инвесторам, как инвестор на борде я могу отказаться от размытия? Безусловно. То есть я имею такое право? Безусловно. Но мне кажется, зачастую вначале это все прописывается, что когда новые инвесторы будут заходить, в любом случае доля будет размываться, потому что это будет не совсем корректно. Размытие идет в новом раунде, размытие идет у всех. Но в плане ESOP это другой механизм. А в плане привлечения нового раунда финансирования размытие идет у всех параллельно. То есть никто не может отказаться? Да, здесь уже права прората, это когда в первую очередь фаундеры предлагают то есть новое инвестирование уже текущим инвесторам, чтобы у них не было антиразмытия, они могут еще доплатить до определенной части. То есть это достаточно известная практика и в МФЦА, и то есть мы это наблюдаем, да, по базе документов стартап-проектов. Вот. По ESOP-пулу это очень достаточно хороший, то есть механизм мотивации для сотрудников. Мы даже сейчас в Узбекистане некоторым проектам, то есть рекомендуем, которые не могут в целом обеспечить, да, заработную выплату своим сотрудникам, чтобы они шли по ESOP-пулу. Вот. Есть определенные методики, которые... Первая методика – это основывается на доверии. Вторая методика – это когда уже обходной путь через, там, скажем, открытие третьего юридического лица, где сотрудники садятся туда, эта ООшка владеет там определенным процентом доли, пусть это будет с 1%. По мере выполнения KPI этот круг лиц будет потихоньку увеличивать. Это, получается, доли. Считается дочерной компанией основного ООО. Теперь вопрос. При DD в следующем раунде это не составит проблемы? Эти обходные пути? Нет. Международные DD? Смотрите. Могут ли быть вопросы, например, если уже вы зарегистрировали, например, в Узбекистане для того, чтобы вы давали вот эти опционы, получается, сотрудникам новой ООО, потом вы перешли на, грубо говоря, юрисдикцию на английское право, получается, у вас уже на базе вашего холдингового головной компании, получается, 2 компании, не будут ли вопросов, зачем это 2? То есть есть кейсы, где к этому нормально относились? Кейсов пока нет. Пока таких прямого кейса, вот, который связан с вашим вопросом, нет. Но в целом, если такая практика даже будет, если такой кейс будет в будущем, Международный фонд понимает, что, то есть, опять есть стандарты, есть практика, что в Узбекистане в связи с отсутствием определенной регуляторики, которая подходит комфортно для инвестиционной среды, стартапы, то есть, делают по определенной методике. Они это понимают. Это можно обосновать и юридически, и коммерчески тоже. А когда идет уже структуризация в целом стартапа и превращение стартапа в холдинговую структуру, и инвесторов, и фаундеров, и этот ESOP pool можно быть спокойно, то есть
перевести правильно, то есть юридически обосновать и документально укрепить это все уже в рамках уже головной компании в другой. Ага. Все же, если прийти к советам, к фаундерам, к инвесторам, скорее всего, там, фаундерам, да, какие топ-3 ошибок стартапов в юридической части вы видите чаще всего? Прям, вот, прям практически через одного или у каждого это видно при DD? При DD это, если это касается зарубежных проектов, Местных. Если местных проектов, первое – это отсутствие в целом механизма защиты интеллектуальной собственности. Зачастую фаундеры, они об этом не задумываются. Мой совет каждому фаундеру стартапа задуматься о защите своей интеллектуальной собственности. Второе – это правильное выстраивание своих трудовых отношений со своими сотрудниками. Трудовые договора. Трудовые договора, да. Правильное выстраивание трудовых отношений во избежание в будущем трудовых споров с их сотрудниками. Нужно понимать, что для стартапа это, то есть его составляющая, это тоже команда, да. Вот. Опять-таки это можно, сохранение команды это очень важно, как и юридически, как и, то есть. Механизм остановится, если команды не будет. Да. Третьим это правильно выстраивание договорных отношений. Мы часто видим у проектов, то есть непонятно, как это все договорные отношения, это непонятно, как происходит. Финансовые расчеты, то есть не по правильной методике проходят. Возможно, бывает такое, что просто стартапы, они сами себе усложняют работу этим. Вот. Я всегда всем нашим стартапам при DD рекомендую в будущем нанять инвестиционного, то есть юридического консультанта. А где его найти в Узбекистане, где нету прям для стартапов юристов? Потому что зачастую же они подстроены по традиционный бизнес, а по стартап-части очень мало юристов. Мне кажется, нет? Нет, правовая среда же, она же единая в Узбекистане. Хотя да, это все исходит из нормативной правовой базы Узбекистана, то есть все юристы, они работают в рамках нашей регуляторики. Вот, практика, она едина, то есть юристы, они работают, юристы, они понимают, как это сделать. Стоит поставить вопрос перед юристом, если даже у юриста нет практики и опыта в этом направлении, можно изучить, провести какой-то аналитику и вывести решение, да, в данном вопросе. Достаточно много юридических фирм, молодых юридических фирм, где сидят хорошие юристы, которые готовы взять на обслуживание по ниже рыночной стоимости. То есть фаундерам важно находить решение во всем. Мы, например, дали это все на аутсорс, потому что понимаем, что мы можем накосячить. Так есть. И аутсорс, по крайней мере, лучше, чем мы, это все будет оформлять. Это не только касается по юридической службе, да, это там также финансы, да. Бухгалтерия, это HR, да. Всем. Возвращаясь в начало, когда мы говорили о том, когда стоит, получается, думать о юридической части стартапа, после этого разговора, мне кажется, что стоит, как ты только идею придумал и начал какие-то MVP лепить в голове даже, тебе уже надо думать о юридической части. Безусловно. Юридическая составляемая в проекте, в стартапе, это очень важно. Не зря проекты, то есть венчурные фонды, инвесторы проводят также юридический due diligence. Финансовые риски, они, возможно, могут устраниться. Урегулировать можно. То есть из юнит-экономики и из маркета. Но юридические риски, они могут иметь большие последствия для проекта. Вплоть до его закрытия, вплоть до лишения лицензии, вплоть до потери интеллектуальных прав, вплоть до признания этих сделок недействительными, вплоть до судов, коммерческих споров, трудовых споров. И это все занимает огромное количество времени из-за бюрократии. И денег, да, и расходов. Как вы думаете, в ближайшие годы что произойдет с венчурным рынком Узбекистана? Мы видим то, что интерес международных венчурных фондов к Узбекистану все больше и больше растет. В Узбекистан стремятся входить и зарубежные партнеры, и более крупные венчурные фонды. Мы видим интерес в целом, их интерес к развитию экосистемы стартапов в Узбекистане. Мы видим, что статистика показывает то, что инвестиционные чеки фондов с годом в год идет прирост. Мы видим то, что у государства есть уже приоритет внедрения новых механизмов, так скажем, как международных центров, где будет определенная юрисдикция, уже более комфортная для инвесторов и стартапов, и в целом, чтобы структурировать стартапы по уже международным практикам и так далее. Будут определенные механизмы по защите прав инвесторов. Это уже показатель того, что привлечение инвестиций уже в экономику страны она тоже будет уже прибавляться, увеличиваться. Это откроет двери консалтингу, финансовому, юридическому,
Будут уже появляться эксперты международного уровня в сфере финансов, финансовой аналитики, венчурной аналитики, юридической службы и так далее. А как вы думаете, там, условно таки, мы сказали вначале, что государство, ну, так как этот рынок, эта часть рынка, она не двигалась, государство решило определенные стероиды дать для того, чтобы рынок там стимулировался, да, он начал что-то делать, какая-то там, грубо говоря, какие-то там транзакции происходили, рынок начал двигаться. Рынок начал двигаться. Перестанет ли государство, то есть этим заниматься? Ну, потому что давайте так, почему я этот вопрос спрашиваю? Сравнительно, давайте так, допустим, да, у вас, например, недавно вы там говорили о том, что до конца года вы там должны, я про Aloha Ventures, практически там до 100 проектов проинвестировать. Условно, это KPI. Обычные фонды, мне кажется, вряд ли могут такой KPI себе построить до 100 проектов, потому что, соответственно, там процесс согласования, скорее всего, намного дольше, и проверка, потому что эти деньги надо еще выводить, LP-шкам давать, да, GP, он не может такой KPI себе поставить. И, соответственно, у государства дает деньги для того, чтобы стимулировать этот рынок, и, соответственно, это там то же самое, как вы ставите KPI, вам ставят KPI, что вот надо столько стартапам, надо давать деньги. И сравнительно, как мне кажется, эти деньги намного легче получить, если у тебя есть хорошие, качественные, например, данные, да, я не говорю, что там какой-то там таныш-пытыш, а именно конкретные там хорошие данные, то ты можешь чуть легче получить, нежели чем у частного венчурного фонда, потому что ты не будешь заморачиваться с юрисдикцией, ты не будешь заморачиваться со всеми этими моментами. И, соответственно, в какой-то момент, когда будут заходить, и уже зашли, например, Домино, Янго и другие, это может помешать, потому что рынок, который должен был частники брать себе, например, берет государство снова же к себе. Перестанет ли государство, как вы думаете, там личное такое мнение, да, выкладывать деньги именно на инвестиции, а не на экосистему? То есть и насколько это будет мешать в целом частному сектору развиваться еще? Определенно мы понимаем то, что государство было толчком, да, для развития в целом экосистемы, венчурной экосистемы в Узбекистане, и по сей день оно является толчком. Госфинансирование в целом венчурных фондов, мне кажется, оно в каком-то времени оно остановится, но, возможно, это будет не так резко, как мы думаем, что это будет вот резко взять. Не, конечно же, да, он вряд ли там можно получить мы это все. Мы понимаем, что сейчас на рынке идет искусственное развитие этого рынка, то есть есть стимулирование рынка, рынок идет, есть прирост, экосистема уже начала естественным способом развиваться. Но мы, возможно, если опять-таки зависит от наших госфондов, скажем, от Aloha Venture, от Spark Venture, насколько он покажет результативность этих вложенных инвестиций. Если госфонды в целом покажут результативность, высокую перспективу и результативность этих инвестиций, и государство, возможно, государство видит даже в этом метод заработка. По сути же есть такая теория, что государство не должно видеть в этом заработка. Государство, то есть, получает налоги, это же не заработок в целом, то, что ему дают подписку, мы подписываемся для того, чтобы он нам создавал некий фундамент, некий такой, грубо говоря, фундамент для того, чтобы на базе него создавать. Может ли государство с частным сектором конкурировать? Последний пост у меня в Инстаграме был касательно сырьевого отрасли, где, например, в Узбекистане государство занимает 100%. Получается, нету ни иностранных, ни местных компаний. Нормально ли заходить на тот рынок и конкурировать с, грубо говоря, частными компаниями, будучи имея больше прав? Ну, условно, не то, что больше прав, а больше возможностей. Потому что в юрисдикции Узбекистана, если брать частная компания или государственная компания, соответственно, у государственной компании больше возможностей, так скажем. Нормально ли это? Я бы не сказал так, что частные компании будут, так сказать, в сложной конкуренции с с госом никак не получится. С госбизнесом, с государственным, то есть конкурировать. с государственным сектором. Во-первых, тут нет конкуренции. Во-вторых, даже если посмотреть венчурный рынок, нет конкуренции между венчурными фондами. Никакой. Но это пока. Нет, мне кажется, возможно, наступит этап, когда стартапы будут там, не знаю, продаваться там, не знаю, подряд,
и венчурные фонды уже не то, что венчурный фонд уже будет ставить, да, правила игры, а уже сам стартап уже будет выбирать венчурные фонды. Вот тут, возможно, будет... скорее всего, возможно, очень скоро к этому придем. Возможно, так и будет. Возможно, так и будет. Но, опять-таки, для самого венчурного фонда, если стартап привлекает другие инвестиции от других фондов, это, наоборот, то есть идет хороший показатель, да, с финансовой точки зрения. Механизмы, которые государство предлагает, они всегда фундаментальны. На базе них уже создается частный сектор, то есть государство создает регулятор и регулирует в целом рынок, но она не лезет. То есть на сам рынок и не становится участником рынка, потому что он регулятор. То есть, будучи ты судьей, ты еще, грубо говоря, тренером, имея больше полномочий, ты еще играешь в качестве участника. Соответственно, ты понимаешь, что у тебя больше полномочий, и это не совсем равная игра. Поэтому государство всегда создает, грубо говоря, как мне кажется, регулятор, создает такой механизм, на котором можно играть. Компании начинают играть, и он смотрит для того, чтобы все это правильно заходило. И это первое. Второе. Государственные деньги считаются, не то что я бы не сказал токсичными, но большинство международных частных фондов не будет заходить, если там государство. Потому что у государства всегда есть механизм сложной бюрократии. То есть заходить, выходить, принимать какие-то решения, это не от одного-двух людей зависит. Это от огромного количества людей зависит, и, соответственно, эти люди еще назначаются. От них может быть одно мнение, у других могут быть другое мнение. А венчурный рынок – это не про 1-2 года, это про 3, 5, 10 лет. И, соответственно, вот эти фонды, скорее всего, смотрят на то, что, соответственно, там могут быть люди меняться, 3-10 – это не частная компания, процессы могут усложняться. Поэтому там, где государство, возможно, они не зайдут. И это дополнительные риски при привлечении на Series A, Series B, получается, инвестиций в этот. Насколько это правильно и насколько нормально, что государство будет, как вы сказали, да, возможно, станет частью этого рынка, будучи им, становясь еще регулятором этого рынка. То есть она будет в двух лицах. У других нету права регулировать, потому что они частные, у государства есть право регулировать и есть право в этом, условно таки, игре еще самой играть. Мы понимаем то, что, да, государство, оно в Узбекистане, то есть государство, да, госденьги, они были стимулированием в целом нашего рынка, венчурного рынка. Это мы действительно видим результаты на сегодняшний день. Сравнить в целом рынок 3 года назад, где там, люди не знали, что такое стартап, люди не знали, что такое венчурные инвестиции, а уже мы видим, уже есть сообщество стартаперов, сообщество английских инвесторов. Заходят международные инвесторы, это очень уже классно. есть нетворкинги, то есть коммуникация определенная, есть уже определенно сформированная база рынка, где есть венчурные игроки, и где есть стартапы, где есть уже успешные кейсы по продажам и так далее. Опять-таки, это все результат стимулирования, мне кажется, опять-таки, частично это является стимулированием рынка, но, во-вторых, деньги-то управляются командой венчурного фонда. У государства есть своя, то есть добавленная стоимость, это стратегическая часть, да, развития экосистемы. У команды, которая управляет деньгами, есть своя, то есть свои интересы. Это непосредственно коммерческая часть. Тот KPI, который проинвестирует, там, скажем, в течение 2 лет в 100 стартапов, мы не будем инвестировать там каждый стартап, который там постучит в наши двери. Конечно. У нас есть своя определенная аналитика, определенная экспертиза, критерии, требования. В настоящее время я могу сказать уверен, что даже некоторые зарубежные фонды уже там, берут нашу аналитику, нашу отчетность, исходя из нашей аналитики, уже инвестируют следом за нами в стартапы. Также и мы начинали, то есть мы спрашивали пайплайн, информацию о стартапах, due diligence, заключение и так далее. То есть это все делается в партнерстве. У фонда, у команды есть также коммерческая составляющая, то есть мы должны заработать, то есть мы должны показать результативность. Вот. Возможно, фонд закроется, то есть есть жизнедеятельность, да, фонда там, от 5 минимально до 7, максимально от 7 до 10 лет. Да. Цель показать результативность. Сколько иксов мы сделали. Опять-таки, это сейчас у нас период инвестирования, но придет момент, когда люди будут спрашивать, в целом рынок будет спрашивать, что получилось в итоге. Да? Вот. В этот момент придется отвечать, придется показывать рынку, придется показывать в целом практику, в целом показатели для рынка.
Мне кажется, эти показатели, они дадут еще больше толчок для большего развития при успешном раскладе. Мое мнение. Абсолютно так. Да. Будет правовая среда, новая юрисдикция, которая будет позволять вхождение крупных инвесторов, LP, рынок и экономика Узбекистана в этом направлении, в венчурном направлении будет процветать, мое мнение. Вот. Но опять-таки это, знаете, тут есть этап вовлеченности не только венчурных игроков. Тут опять-таки этап вовлеченности и самих стартапов. Они должны понимать ответственность за получаемые средства. Они должны чувствовать серьезных их намерений. Да? То есть сделать стартап – это не просто банальная история в настоящее время, когда спрашивают у человека, чем ты занимаешься, я стартапер. Это в целом, это бизнес, это определенная стратегия. Да, это предпринимательство, это заработать деньги, это будущее, да, в чем он видит. Этим нужно жить, то есть фаундеры должны быть вовлечены полностью в свою работу, в свою команду, они должны верить, они должны мечтать в свои идеи, да. А мы, венчурные игроки, только поддерживаем, да. Если мы даже видим потенциал, коммерческий потенциал самого стартапа, но если у фаундеров не будет, если они не будут гореть, они не будут мечтать этой идеей, да. Обычная какая-то депрессия, семейная депрессия, она может повлиять на продуктивность фаундера, его деятельности. То есть венчурный фонд от этого никак не застрахован. То есть есть человеческий фактор, опять-таки, да, никто не застрахован. Вот. Мы должны призывать стартапов, которые получают инвестиции, которые получили инвестиции, которые стремятся получить инвестиции, этап до привлечения инвестиций и после, то есть он различается. Есть раунд привлеченных инвестиций, есть инвесторы, нужно работать в партнерстве, стартап нуждается в помощи, есть венчурные фонды, есть партнеры, нужно находить решения. Мне кажется, это все обсуждаемо, это все регулируемо, то есть рынок можно стимулировать, можно помочь стартапу решить какие-то определенные его проблемы. У нас на практике был Авалоха Венчур, к примеру. Был стартап, который был на грани банкротства, и в моменте, когда наша команда взялась за деятельность стартапа, у стартапа пошли продажи, резко причем, хорошие контракты. То есть бывают разные случаи, бывают разные обстоятельства. Но в целом вовлеченность игроков в развитие в целой экосистеме, она должна быть, мне кажется, ответственной и понимать в целом, да, к чему это идет для будущего в целом рынка, мое мнение. Абсолютно согласен. На самом деле, действительно, если государство... Сейчас скажу так, получается. В Узбекистане вложили огромное количество денег. Огромное количество в рамках одной страны – это мизер. Это 2 Навруза проводить в одной стране, да, и столько денег выйдет на самом деле. Это очень классно, что столько денег вложилось, потому что, исходя из этих денег, мы видим, что Узбекистан по темпу технологичного развития находится после Абу-Даби на 2-м месте по миру. То есть, грубо говоря, это очень классные цифры. И прошлую неделю, мы сегодня снимаем это 28-го, да, прошлую неделю, и сегодня заканчивается неделя ICT-вика в Узбекистане, где мы видели, что практически со всего мира пришли инвесторы. Мы в Напати были, у Яндекса, у Моста, у вас, и мы видели, что огромные инвесторы заинтересованы. Если, по-вашему, то есть, грубо говоря, сценария, который вы сказали, фонд один цикл, государственный фонд один цикл будет жить, инвестирует там до 3 лет, а потом еще 5 лет будет, 5-7 лет, получается, выйдет, а потом цикл просто эти же люди, которые вкладывались на частное, перейдут и частным будут делать, это будет просто прекрасно. Но если все же будет момент, когда государство станет все же одним из участников игроков, один из участников игры, которого регулирует, мне кажется, все же это будет не совсем корректно, потому что у него будет больше возможностей, так и так. Поэтому, но все же очень хочется верить в то, что один цикл закончится, очень классные результаты выйдут, и мне кажется, что так и произойдет, потому что сейчас мы видим, что уже начали приходить, условно такие, венчурные фонды, зарубежные, и, соответственно, есть сигналы того, что еще другие придут, если вот этот... как называется, песочница откроется, еще больше придут. И, соответственно, государство потом через 5 лет покажет, что, ребят, вот мы сделали это все, вот вы пришли, теперь этот рынок ваш. Наша задача регулировать, наша задача все это делать, и теперь уже дальше расти. На пресид мы больше не заходим, потому что это уже мало. Теперь мы будем вам обеспечивать деньги на Series A, Series B и дальше.
Теперь вот эту часть вы сами делаете, дальше мы пошли уже этот рынок урегулировать. Это будет полноценная утопия, как мне кажется, и, соответственно, рынок откроется, открылось уже давно, рынок просто станет более глобальным, начнутся экзиты, потому что не только будут местные покупать, а то местных там никто и не покупает, да, пока нету таких игроков, которые бы активно покупали это, кроме как TBC. Но в целом хочется верить, что при открытии вот этих дверей в виде песочницы юрисдикции придут новые игроки, и рынок в целом она будет регулируемой, очень важно, чтобы была регулируемой. Во-вторых, будут больше частных игроков, частных сделок, и это, мне кажется, что просто конкуренция, начнется здоровая конкуренция не с государством, а с друг другом. И тогда, мне кажется, очень классно бустанется рынок, и, соответственно, мы увидим в ближайшие несколько лет наших первых мировых единорогов. У нас, грубо говоря, в Узбекистане уже свой один есть на местном рынке, но мы увидим, как, например, в Казахстане это происходит, там, как мне кажется, Хиксвилд скоро станет единорогом, да, мы уже увидим таких международных своих единорогов с глобальным трекшеном. Безусловно, с вами согласен. Мое мнение, вот опять-таки насчет вовлеченности госфондов, госденег в венчурные фонды, да. Мне кажется, наступит этап тоже на нашем венчурном рынке, когда из 100% вовлечения госденег в венчурные фонды минимизируется и перейдет это в государственно-частное партнерство. Абсолютно. То есть часть денег в качестве LP идет от госорганизации, а часть идет от частного капитала. Мне кажется, это уже делается. Вот, например, то же самое Домино, она же частная и государственная. Все верно. К примеру, взять наш стартап-гараж Олоха Венчура. То же самое. Мы являемся держателями определенных. Это не венчурный фонд, получается, это студия, грубо говоря. Акселерационная программа, акселерационная студия, которая в итоге владеет, то есть в частью процентной доли в стартапе. Опять-таки, это уже показывает то, что то есть частный партнер, есть госпартнер, да, и они уже делают какую-то историю уже на рынке. Как я сказал, это будет просто прекрасно в скором времени, если эти случаи участятся, и, соответственно, все эти госфонды закроют все свои циклы успешно, чтобы они закрыли свои сделки, и в целом уже на рынке начнется частная игра. Может быть, частично государственная, какая-то минимальная часть государства, но она всегда будет. Государство всегда нужно для регулятории, она нужна для того, чтобы поддерживать все это. А то без государства там полный ужас будет. Так Поэтому я хочу верить в эту утопию, я вижу, что к этому мы идем. И мне кажется, через пару лет или через пару месяцев с этими темпами мы сядем еще раз обсудим, что сейчас мы обсуждали было так, а сейчас обсуждаем стало иначе. Подведем итоги, так сказать, да? Как-никак. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Очень классный подкаст получился. Мне кажется, что очень многим будет полезно. Это как подкаст, как гайдлайн будет для тех, которые там только-только стартап открывают и не понимают юридическую часть. Возможно, как называется, после у вас будет возможность, если это не открытые данные, вот этими шаблонами. Я помню, что когда-то вы делились у себя в канале папкой, где все эти файлы были расположены, шаблоны. Этим мы поделимся с нашей аудиторией. На этом все. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо за приглашение.